Привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 12:00, и начинается третий сезон «Невредных советов практикум». Я вас очень рада всех видеть. Присоединяйтесь и напишите, как меня слышно, хорошо, видно, как у нас со связью. Так, всем привет. Отлично. Сразу скажу, да, те, кто не знает, как проходят наши эфиры, обычно это очень такой болтательный формат. Я отвечаю на все ваши вопросы. Всем привет, видно, слышно, отлично. Поэтому я, конечно же, от вас требую какой-то, прошу реакции в ответ, чтобы мне было понятно, что непонятно, что понятно, какие вообще моменты. Боялась, что не будет наших четвергов. Знаете, на самом деле, я думаю, что зимой самое время для обучения, потому что летом все разъезжаются, и, в общем-то, hello from California, love your work, thank you so much. Вот, и поэтому зимой вообще Новый год, начинать с обучения, это прям прекрасно. Все хорошо слышно и видно. Супер! Привет, всем привет! Очень вас приятно. Значит, по книгам сразу скажу, потому что очень много вопросов по книге. Я на самом деле жду очень, как и вы. Просто получается таким образом, что она сейчас в печати. Но из-за предновогодних, новогодних праздников немножко этот момент, он, затягивается. Поэтому я терроризирую издательство, вы пишете мне в директ, а я пишу издательству, где книги. Поэтому обязательно, как только будут продажи, как только все начнется, я вам сообщу. И второй момент, очень важный, меня спрашивали все, кто за границей находится. К сожалению, сейчас издательства, точнее книги «Читай город», «Лабиринт» и так далее не отправляют книги за границу, но их буду отправлять я лично. Они будут продаваться на моем сайте, собственно, по цене практически такой же, как и в магазинах в России, то есть там, возможно, с автографом. И поэтому все будет, и мне даже перед вами немножко неудобно, потому что я абсолютно все, что зависело от меня, я все максимально стараюсь делать. Но есть вещи, которые от меня не зависят, да, поэтому здесь, как вы и я, мы ждем. Так. Какую лучше маскирующую жидкость для акварели купить? Честно скажу, я практически не пользуюсь маскирующей жидкостью, если только в каких-то небольших участках, там, где она необходима. Это бывает крайне редко, поэтому у меня 5 лет маскирующая жидкость Сен-Элье. Но я знаю, что она немножко испортилась. Мы сейчас на мастер-классе с новогодними огоньками, там это было необходимо, там точечки, снежочек, использовали Невскую палитру, на самом деле абсолютно нормально, единственный нюанс, она белая, когда вы ее наносите, то есть не совсем понятно, куда вы ее наносите, но она нормально абсолютно уходит с бумаги, абсолютно нормально ложится, то есть никаких минусов там при стирании не было замечено. Да, я тоже очень рада встрече. Да, привет с берегов Байкала, привет. Так, в конце января, отлично, что «Читай город» уже написал. Но видите, в каждом... Дело все в том, что, да, издательство печатает, и потом есть некие логистические этапы, когда книга поступает в магазины, то есть это не один день, сами понимаете, она поступает, как приход продукции, да, пока они ее там заведут в базы и так далее, это требует некоторого времени, поэтому я очень тоже жду. Хочу автограф. Нет, те, кто живет в России, обязательно приходите. Я думаю, что организую какую-нибудь встречу в Москве, где уже можно будет и автограф, и так далее. Все. Всем добрый день.
Да, во Львове будет. Привет из Израиля. Обязательно по всему миру буду отправлять. Не переживайте. Вот. В Испании книгу ждут, мне очень приятно. Знаменск, привет. Классно, у нас такая география, как всегда, просто сумасшедшая. Очень рада вас видеть и слушать. Спасибо, ой, Эльвира, привет, всем привет. Вот. Поэтому, ну да, вот конструктивно относительно книги вот такая история, что ждем. Я думаю, что это я тут уже вторую начала писать потихонечку. Вот, поэтому посмотрим, как это все будет у нас. Но не переживайте, я просто отвечаю на огромные, на сотни сообщений по этому поводу в директ, и мне иногда просто очень неудобно, вот, но на самом деле, как бы, спасибо вам за внимание, потому что это очень-очень важно. О, Глеб, привет, привет. Минск ждет, класс, Минску привет. Я у вас не была, но мне очень хотелось бы. Привет из Латвии. Латвия, привет. Добрый день, Настя, Ира, привет. Ой, просто, знаете, такая радость. Мне кажется, я должна первый эфир просто сидеть со всеми с вами просто общаться, потому что я очень-очень соскучилась. Когда планируется ближайший живой мастер-класс? Значит, по живым мастер-классам ситуация такая сейчас, пока. На данный момент я провожу только мастер-классы 2 раза в месяц, то есть это суббота-воскресенье, обычно 3-я или 4-я неделя. Дело все в том, что у нас как бы так получается, что те, кто у меня уже вживую был на мастер-классах, попадают в закрытый клуб. Вот, и им информация приходит первыми. Поэтому вот последние мастер-классы на январь, они все были забронированы, можно сказать, без анонсов в Инстаграм. Возможно, в следующие месяцы я сделаю больше мастер-классов, но пока это тоже зависит от того, что я сейчас готовлюсь к выставкам, вот, много, поэтому я много рисую больших работ, поэтому сейчас я не все успеваю, но я очень стараюсь. Так, вы супер, спасибо. Оформила 2 декабря книгу, да, все. Выложен референс. Для какого эфира? Для этого. Сейчас будем рисовать с вами. Ну, ладно, я, конечно, сказала, что мы будем болтать с вами весь эфир, но это неправда, конечно. Вот, просто пока сейчас все собираются, 5 минуток, я думаю, что мы можем позволить как раз обсудить те вопросы, которые постоянно сейчас мне задают, и чтобы мне ответить сразу для всех, это важно, потому что я понимаю, что каждый человек волнуется, и как бы он задает вопросы, она там. А когда я отвечаю на сотни сообщений, естественно, у меня уже вот... Поэтому я вот всем вам отвечаю тут. Расскажите о поездках на пленэры с группой, что особенно запоминается, что затрагивает вас лично. Я думаю, что по пленэрам мы с вами сделаем отдельный какой-нибудь эфир. Ну, сейчас мы в любом случае будем говорить про пленэры внутри, потому что, я пленэрный художник. Рисование с натуры – это очень важно, и даже сегодняшнюю тему оно будет затрагивать. Эфир сохранится, все эфиры на моем YouTube-канале Кустова Анастасия, я надеюсь, что сейчас ничего нового не произойдет, поэтому я обязательно сохраню. Так, Марина, Алена, привет, всем привет. Вот, да, Светлана, я понимаю, что сейчас не все могут днем, поэтому обязательно все сохраняется, и там будет приложен референс, вот, поэтому... Да, Оксана, спасибо, я тоже рада всех видеть. Вот, очень классно, вообще 166 человек. Вот, у нас даже несмотря на 12 часов дня, у нас такое, просто вечерние эфиры обычно очень чреватые темнотой, непонятным светом. И минус в них в том, что как бы часто они срываются, потому что вечером обычно все выходят в эфир, все приезжают домой, интернет и так далее. Короче, это обычно я вела вечерние эфиры, и это какой-то ужас, потому что все время у нас все... Так, референс у нас сейчас в сторис находится в моем, то есть, конечно, вам нужно выйти, зайти. Но в целом я буду его показывать в процессе, он не сложный, поэтому там нет какого-то такого, поэтому вы увидите. Так, Юлия, я тоже один глазом буду смотреть, пересматривать. Explain in English too. If you have any questions, of course I try, and sometimes I try to speak English
Don't worry. Вот, да. Я референс, я просто очень долго выбирала, и я знала, что будет свет, и это будет зима, и это будет лес, но у меня этих фотографий было там десяток, я выбирала, поэтому вывесила их чуть позже. Работаю, параллельно слушаю, это вообще, вот, Марина, little bit in English, of course, yes, I explain about my book and about my plans in Russia, that's why I speak in Russian mainly now, but of course, when I will paint, I explain sometimes in English. С Новым годом, Миш, привет! Вот, рада, в общем-то, всех видеть. Мы сегодня поговорим, какая у нас же, собственно, тема, да? У нас с вами тема, вообще вы писали очень много вопросов, и спасибо вам за них, потому что вот прошлые эфиры в прошлом году, я, можно сказать, писала книгу параллельно, когда с вами проводила эфиры. И мне было очень важно, чтобы в книге в моей были отражены какие-то вопросы, потому что, когда ты рисуешь, некоторые вещи со временем кажутся тебе очевидными, ну, это же очевидно. А потом ты понимаешь, что как бы вопросы возникают, это не очевидно, непонятно, и поэтому, чтобы мне было как бы проще уже даже писать и эти вопросы включать в книгу, потому что я не люблю книги-картинки с картинками, вот, там у меня реально, когда я сдала, мне кажется, свою рукопись издательству, они были несколько удивлены, потому что там у меня было очень много текста. И там, правда, вам придется много читать. То есть там как бы реально, несмотря на то, что там и много картинок, и много текста, то есть все вот так. Поэтому очень важно обязательно ваши какие-то вопросы. Они наводят меня на мысли, да, и мы для этого с вами здесь встречаемся. Не просто для того, чтобы там порисовать, скопировать за мной, да, а для того, чтобы поднять важные моменты, которые мешают, собственно, рисованию. На самом деле, да, вы знаете, как бы меня многие, кто не знает, вот знакомимся, что рисование — это про психологию. И очень много каких-то внутренних таких затыков наших, которые мешают. Вот через рисование, то есть тут обоюдный процесс. Если мы их расчищаем, это помогает рисовать, и в то же время через рисование мы их расчищаем. Поэтому вот этот вот как бы, это очень важно, потому что иногда сложности возникают в самых простых вещах. То есть уже технический человек, там, я не знаю, знает просто все и может уже жонглировать акварелью, а вот как раз вот наша сегодняшняя тема, я, собственно, так плавно к ней подвожу, она как бы, ну, то есть нам что-то мешает рисовать. Какая вы красивая, спасибо большое. Вот, значит, сегодняшняя тема про то, как видеть красивое в простом. Ну вот, мне этот вопрос задают очень многие всегда. То есть вот, ну как, смотрим на ваши работы, вроде, ну вот простая какая-то, не знаю, какой-то предмет, а вы красиво нарисовали, и мы бы на этот сюжет, например, внимание бы не обратили до этого. Вот, поэтому, значит, начнем. Здесь не будет только там болтовни, будут практические советы, упражнения. Так что я вообще всем советую, кто начинает со мной смотреть и заниматься по 3-му сезону, заведите себе блокнот. Ну, обычный. Ну, какой-нибудь вот такой блокнот, где вы записываете. Не надо пафосные скетчбуки, там вот это все, этого не будет. Будет вот такой блокнот. То есть у меня как бы, ну, нету там идеальных скетчбуков, есть информационный блокнот, где супер важно записывать и фиксировать. Объясню почему. Очень простая вещь. Мы воспринимаем информацию все очень по-разному, но я как бы, ну, предполагаю, что все те, кто рисуют, в основном визуалы. Ну, как бы. Поэтому нам на самом деле очень важно вести визуальные конспекты, записывать. Это процесс запоминания. То есть, когда мы прослушали, ну да, классно, она там все говорит, и так складно, а потом как бы все, на следующий день, а у нас там это, табула раса опять. Ну, как бы, как бы, что было? Вроде все было гармонично, там, хорошо, но ничего не помню. Вот поэтому какие-то моменты для себя прям нужно выписывать. Да, потому что как бы у меня есть практика разговорного жанра, я могу говорить действительно складно, долго, по 6 часов, и вроде кажется, что даже как-то это убаюкивает, но нам все-таки важно, чтобы польза была. Вот. Поэтому, значит,
заведите блокнот для начала. И вот у нас с вами первая тема, и такая важная, как же видеть красивое в простом. Значит, для начала, да, первое, перестать искать идеальные референсы других фотографов. Ну, как бы, знаете, ну вот я сейчас даю советы, да, но даю советы только тем, у кого как бы есть этот вопрос. Если у вас этого вопроса нет и вам не мешает, то, знаете, как проблему не нужно решать. То есть будьте внимательны, всегда оговариваюсь. То есть если вот вам вот вы не видите, то, естественно, как бы, значит, есть просто моменты, которые мешают. Когда уже идеально обработана фотография с идеальным взглядом профессионала, как правило, этот же человек, он уже из простого достал красивое. Вы взяли просто красивое. То есть получается вот простое, красивое, и вы берете то, что он уже взял. Соответственно, вы вот лишаете себя вот этого вот, как бы, как вы можете натренировать эту мышцу, если, в принципе, этого движения не делаете. Поэтому первое, это перестать, это прекрасно вдохновляться Пинтерестом и всеми остальными. Но поставьте себе месяц, не знаю, на какое-то время, не выбирать красивые референсы из Инстаграма, как минимум. Я опять же, тут все скажут, я могу посоветовать свой канал Telegram, честно, потому что там просто мои фотки без обработки. Единственное, что там отличает от всего, там хорошая композиция сразу. То есть, поэтому как бы рекомендую. Но там нету вот этой дополнительной цветовой обработки, вот этих вот сумасшедших цветов, всего такого. Но это тоже, как сказать, не совет тем, кто не видит. Значит, в первую очередь убрали. Дальше. Так, сейчас я прочитаю вопросы. Да, все будет сохраняться. Так. Вот, а если референс некрасивый, то вдохновение не приходит. Все правильно, мы вот с вами это сегодня обсуждаем. Значит, вдохновения не бывает. Сейчас ужасно, я вам буду говорить ужасные правдивые вещи. Ну, я шучу, конечно. Вдохновение бывает, но это на самом деле очень редкий, краткосрочный и не всегда постоянный регулярный ресурс. Да? Оно, как правило, как аппетит, приходящий во время еды. Вот, например, вы готовите еду каждый день дома. Вот иногда у вас удается блюдо, ну просто шедеврально, что даже домашние все говорят, боже, как вкусно. Но каждодневный процесс еды, ну то есть вы все время готовите и необходимо есть, не всегда у вас будут шедевры, иногда это просто пища, да. Рисование ничем не отличается. Ему очень сильно добавили вот этих фантазийных элементов, что все художники сидят и ждут вдохновения, и когда-то они... Честно, я работаю по 8-10, ну, 8 это я так загнула, от 10 до 12 часов в день, в том числе рисование. И поверьте мне, вот за месяц, чтобы вот я хочу рисовать вот это... Ну, это может быть вдохновение, ну вот условно, если так мы его назовем, оно всплывает один раз, ну, может быть, два. Все остальное – это работа. Если вы не готовы и думаете, что рисование это чем-то отличается от других работ, что вот тут вот это вот как-то, то, ну, честное слово, будет сложно, потому что тут такая же пахота, как и везде. Вот, поэтому, ну, если для вас это хобби, отвлечение от работы, тут немножко другое, то вы действительно можете себе позволить, там, не знаю, раз в месяц рисовать картину и как раз дожидаясь того самого вдохновения, вдохновляться и так далее. Но если вы хотите развиваться, ну, как художник, или, по крайней мере, давайте так, получать тот результат, который вы видите здесь на листе, это важно, то есть вот эту связь, да, не то, что как бы я вот вижу красоту, а рисую я, что получилось. Вот, вот чтобы этот результат связать, нужно провести некоторые действия. Это так же, как сидеть дома и мечтать о красивой фигуре, да, типа, ну вот, как бы я сейчас вот намечтаю, навизуализирую себе свою мечту, и будет у меня красивая фигура. Но это не будет, надо ходить в спортзал, я все-таки за реалистичность, да, как бы за реализм действий. И поэтому в рисовании точно так же. Так вот, что делать, да, с некрасивых референсов? Мы сегодня с вами будем там с некрасивыми референсами работать, я покажу, как не хватало тебя заряда. Я вам просто всем это, давайте рисовать, нечего тут рассиживаться. Вот. Естественно, смотрите, я говорю про себя, я рассказываю в основном про себя, то есть моя история, она про работу.
Вот, не покупайте марафон Блиновской. Просто, да, есть сейчас, Ира, в моих словах немножко про инфо-цыганство, потому что на самом деле болезненная тема. Как бы я это очень все не люблю, потому что, ну, как бы нужен продукт. В нашем с вами случае у нас продукт. Продукт — это рисование, вы учитесь и записываете. Именно поэтому как бы важно, чтобы все видели, в чем же разница. Потому что иначе можно сказать, что у нас тут все что-то рассказывают, как бы... Вот. Поэтому, значит, не выбирать красивые референсы. Оля, спасибо большое. Вот. Значит, второе, начать, вы прям можете записывать, начать фотографировать самостоятельно. То есть, как вы, вот фотограф, он уже тут как бы вот взял не очень красивую натуру, сфотографировал, как бы, и вы взяли уже красивую его работу, да? А вот этот процесс вам необходимо выстроить самостоятельно. Значит, фотографировать самостоятельно. Я вам сейчас вот, когда переверну камеру, я все эти моменты вам запишу. То есть вы сможете, мы им повторим, то есть вот я сейчас проговорю, а потом мы визуально это повторим. Значит, фотографировать самостоятельно, понятно, что сейчас вы скажете, ну вот я хожу, я не знаю, что фотографировать. Вот как бы, значит, есть основные моменты, которые всегда будут притягивать ваше внимание. Я советую просто их запомнить. Это свет и тень. То есть если для начала, для начинающего художника, всегда контрастное освещение — это выигрышный вариант. То есть любой предмет, освещенный светом, не знаю, лампой, солнцем и так далее, контрастным светом, он будет притягивать внимание, потому что контрасты света-тени — это всегда, ну вот как мы сегодня будем с вами, допустим, контровой свет, то есть вот любые вот эти освещенные вещи, это притягивает внимание всегда. То есть понятно, что может быть красота, но вот смотрите, невозможно поступить в университет, пока вы школу не закончили, да, есть как бы вот какие-то моменты, которые точно будут, и вот когда вы начинаете эту мышцу, да, видеть красоту в простом, прорабатывать, ее нужно разрабатывать, сейчас я объясню как, и мы, ну, упражнения скажу какие, то в конце концов вы уже и в простом пасмурном пейзаже найдете за что зацепиться. Но, честно скажу, любое, вот видите освещение, фотографируйте этот момент. Мы с вами сейчас посмотрим чуть-чуть референсы. Вот. Если я художник на грани ню, вот смотрите, художник не фотограф на грани ню. Вот, кстати, тут как раз история. Если вы рисуете, не знаю, обнаженные женские тела, мужские и так далее, вот фотограф выберет спокойное освещение, потому что вот все эти полутона, тона. А вот для художника контрастное освещение, это сразу выигрышно, сразу вы видите какие-то... моменты и объем рождается. Мы с вами в следующий четверг будем рисовать как раз контрастным освещением фигуратив. Поэтому будет понятно, как бы, за что там, собственно, зацепиться. Вот, я фотографирую просто все, когда на улицу выхожу. Абсолютно. Значит, это как бы как вариант. Но я сейчас говорю про самый наш грустный там случай, и он случается у всех. Вот ничего не радует, не знаю... За что это? Понимаете, вдохновение, оно не создает, вы его создаете. Есть миллион книг на эту тему, я не буду как бы их все цитировать, но суть в том, что вот вы просыпаетесь, если вы вот весь день вот так вот ходите, ну как бы настроение будет. Если вы улыбнулись, вам на улице человек улыбнулся, и все улыбаются. Так вот, вдохновение точно так же. У меня есть средства для того, чтобы это вдохновение, ну как бы... забрать. Вот одним из них я сейчас с вами поделюсь, это очень важно. Значит, это упражнение, я его прям очень сильно рекомендую. Значит, записываем, да, тоже. Это связывать вещи, связывать ваши эмоции с аудио или каким-то, ну, не знаю, с запахами. Может быть, совершенно по-разному. Значит, когда я, ну вот у меня случается, например, вдохновение. Вот я поехала куда-то в какую-то страну, не знаю, или куда-то пришла, и я смотрю, разрыв сердца, какой красивый пейзаж, хочу его нарисовать. Если я его сфотографирую, ну, в данный момент, как правило, на фото будет, ну, фото это не то вот мое впечатление, ощущение, которое я испытала в тот момент. А нарисовать я сейчас не могу. Вот я его хочу на 2 метра нарисовать, не знаю, на метр. Ну, и ни красок нет с собой, ну, нет ничего. Ну, вот как я его нарисую, то есть, если нет. Что я делаю?
я выбираю, у меня очень много композиций, аудиокомпозиций ну, собственно, на телефоне. Вы выбираете любую аудиокомпозицию, смотрите на этот предмет. И, ну, это один из вариантов. То есть, и я как бы записываю свои эмоции, связываю их. Вы можете найти какой-то свой. Это может быть визуально, это может быть запах, который вы чувствуете. Вам необходимо обязательно остановиться и потратить, не знаю, 5 минут на всматривание в этот предмет, который вам понравился, для того, чтобы потом воспроизвести. Объясняю почему. То есть это мы сейчас говорим с вами о том, что вот вам эмоционально что-то захватило, как это сохранить. То есть я записываю на какую-то музыку, и в итоге, когда мне через 2 месяца нужно, например, нарисовать это, а у меня уже совсем другая эмоция, совсем другое вообще настроение, и все, и нет у меня вдохновения. Ну, да, вот заякорить эмоцию, хорошее название. Ну, то есть мы как бы берем якорь. Это психологический прием, тоже, опять, не секретный, во всех разных вещах используется. То есть, и я просто включаю эту музыку и смотрю на лист. И у меня всплывают все мои эмоции, которые я тогда испытывала. Вы же наверняка обращали внимание, что если вы, вот какая-то музыка, там, не знаю, под которую вы танцевали со своей первой любовью, она включается, и вы такие, и сразу воспоминания побежали, эмоции побежали, там, та-та-та, все. Вот вам нужно сделать то же самое, просто с красивым фото. И в итоге вы сможете таким образом, вот из того, что вы запомнили красивого, получить спустя время, зашив там за счет запахов, аудио, слуха, не знаю, и фотографий, вернуть ту эмоцию и вернуть, ну, как бы вдохновение. То есть я как будто беру вот это вдохновение, закупориваю в свою колбочку, в свою личную, в свои чертоги разума, складываю туда. Когда мне надо, я достаю. Только так это работает. То есть вот, ну, иначе вы не сохраните. То есть вам необходимо вот это все время. То есть мы как будто бы, вот как воспоминания в Гарри Поттере, да, вот нам нужно вот это. Вы можете визуализировать, как это, как бы глупо это ни выглядело, это не важно. Это ваш внутренний процесс. То есть вы это визуализируете и вот это вот все обязательно себе сохраняете. Тогда вы сможете это вытаскивать и пользоваться своими ощущениями спустя время. Так. Ага. Как же я вас люблю, сижу и радуюсь, что попал на эфир. Спасибо. Так. Проблема в том, что ходишь, фоткаешь, а потом не знаешь, как это рисовать, потому что сложно. Неважно. Для начала, как бы мы, Маш, ты все правильно, как бы. Но когда мы не пересилим первое, то есть мы не наработаем свою базу, у меня до сих пор есть фотографии, которые я не сажусь рисовать, потому что сложно. Некоторые ждали меня по 2 года. Тогда мне было красиво, я запомнила эту эмоцию, вот по тому принципу, как я сейчас говорила. И уже позже, через 2-3 года, нарисовала на большом формате. Потому что тогда я не знала как, не знала какими приемами, не знала вообще как, у меня не складывалась ни композиция. Но фотография лежала, то есть есть такие звездочки. И потом, когда я села, я достала, я вспомнила музыку, я вспомнила место, которое там было, и все, и родилась работа. Иногда это отсроченный эффект, это не значит, что это будет завтра. Иногда у вас нет навыков для того, чтобы это воспроизвести сейчас, но это совсем не значит, что вы должны, как бы, если у вас есть эта сильная эмоция, и вы хотите это нарисовать, значит, вы откладываете. Это как ваши такие крестражики, не знаю, ну, такие вот важные части души, вы каждую из них собираете, это как для художника, супер-супер важно. Так. Да, фото все переворачивает, естественно, и малюсенькое, огромное, и большое это, поэтому фото изменяет. Но в первую очередь, как бы, нам надо научиться с вами вдохновение из себя черпать. Это не вот, это вы вдохновение. Мы почему-то все время, знаете как, счастье, оно где-то снаружи. Нет, счастье – это вы. Вдохновение все время мы где-то ищем. Нет, вдохновение – это вы. То есть вы как бы, это квинтэссенция того, что вот один человек на это посмотрит, он ничего не увидит, а вот вас это трогает, потому что это для вас какое-то памятное место, памятное это. То есть это ваши эмоции, соответственно. Не место такое красивое,
А вы его создаете таким. Почему? Потому что вас с ним что-то роднит, у вас там что-то происходило, было, не знаю, там. Именно вот эти ваши эмоции делают из простого красивое. Так. Видео тоже, кстати, помогает, да. Вот так. Так, для меня проблема в рисовании, не понимаю, для чего я рисую эту конкретную картинку, а что потом с ней опять в ящик положить. Помоги мне, пожалуйста, если есть решение для поиска реальной мотивации. Смотрите, я скажу так. У меня есть эфир по поводу, как продавать. То есть, точнее, он так, на каких площадках, в каких выставках участвовать и так далее. Но не все вещи нужно делать зачем-то. Вот я, например, люблю кататься на лыжах. Трачу на это хобби, если это хобби, то трачу на это хобби там много денег, средств, не знаю, там, в прошлом году я себе купила комплект лыж и ботинки, ну, там, колоссально, но в этом году даже не покаталась, но так вот получается пока еще в этом сезоне. И я понимаю, что я в это вкладываюсь, и это приносит мне радость. И я не собираюсь монетизировать. Такой вариант просто тоже возможен. Если другие все монетизируют свои картины, это не обязательно, что это ваш вариант. Я к тому, что вы чувствуете себя абсолютно свободно. Задаем себе вопрос просто. Я рисую для чего? Ну, 99% на самом деле, если покопаются, то рисую для того, чтобы получать радость. То есть даже если мы это потом продаем, что-то еще делаем, мы получаем радость от процесса. И если это приносит вам хоть чуть-чуть радости, в нашем мире не так много вещей, которые нам приносят радость, то это уже стоит того, чтобы это делать. И когда вы это делаете, то потом уже приходит. Сначала пишите в стол, потом со временем. Если у вас, опять же, возникает эта необходимость, самое главное, ваша мотивация – это то, что вам хочется это делать. Рисование очень сильно раскрепощает в своих желаниях. То есть мы, я, может, тоже, так сказать, человек, рожденный в СССР, условно, там, да, не очень сильно видавший его, но все-таки. Значит, могу сказать, что нас воспитывали в несколько вот таких вот условиях, когда есть надо, нужно, и очень мало есть хочу для радости и так далее. То есть, и вот это вот надо и нужно, и нам постоянно кажется, что если мы сейчас вот нарисуем, то нужно что-то с этим делать. Там, да, вот я прямо аж с таким акцентом говорю, то надо это куда-то девать, надо что-то. На самом деле не обязательно, вообще никому ничего не надо и не нужно. Если вам это приносит радость, этого достаточно. Так. Значит, не рисуйте какое-то время. Я сейчас тут не могу сказать, то есть есть какие-то психологические аспекты, которые мы не будем все затрагивать. Бывает выгорание, и я не знаю, если я не могу сесть за лист, то тогда да, вступает надо, нужно, мы садимся за лист. Но нужно мне, не потому что кому-то, а мне. Я этого хочу. Вот и все. Так, поэтому давайте дальше. То есть наше упражнение – это связывать эмоции, музыку и так далее. Значит, я просто тут себе записывала накануне, собственно. Значит, дальше. Ваше упражнение будет – это выйти на улицу, найти 2-3 сюжета, которые со светотенью. Ну, то есть мы сразу с вами выяснили, что самый простой способ – это падающий свет. Мы сейчас еще с вами на фотографиях разберем. И сфотографировать эти места, не знаю, под какую-то свою любимую музыку. То есть записать эту эмоцию для себя. Вернувшись домой, хотя бы на черновике проработать какой-то скетч этого места, а потом решить, что вы с ним будете делать. Можете отложить это на неделю и посмотреть, как у вас эмоционально через неделю, если вы включите эту музыку, вернется ли там у вас, как упражнение. Да, мы с вами это попробуем сделать. Второе упражнение –
Это найти дома обычные 2-3 предмета и сфотографировать их также под контрастным освещением. То есть, когда мы ставим предметы на свет или солнечный свет, то есть сделать такой натюрморт, взять обычные предметы, это может быть вообще что-то некрасивое, и обязательно вглядываться в это некрасивое. Это может быть, вот реально, я сейчас не знаю, что-нибудь тут такое возьму, там кубик Рубика, там, не знаю, какая-нибудь... Я даже тут просто, не знаю, крем, окей. И вот, и все вот это вот поставить на свет. Вы увидите, какие рефлексы, цвета, как падает свет. Обязательно для того, чтобы научиться видеть красивое в простом, на это нужно смотреть. Простую вещь вообще говорю. Надо вглядываться. Как только вы никогда не будете, когда вы смотрите, вот этот вопрос уже поступал на референс из разряда, но он некрасивый, пролистываете его и все. А вся красота, как и в людях, она не вот тут. Со временем мы стареем, у всех меняется лицо и так далее. Наша красота – это наше содержание. Я видела очень многих людей красивых внешне и не очень внутри. Я думаю, вы тоже. Поэтому в данном случае красота в простом, она заключается в том, чтобы смотреть. Если вы не смотрите, и вы только вот так вот, знаете, как в Тиндере, красивое и некрасивое, то смысла в этом никакого нет. Также и с референсами. Для того, чтобы в простом видеть красивое, надо в это всматриваться. И третье упражнение, это у всех есть вид из окна, на который мы вот, он уже вот тут вот. Смотрим из окна и вот, ну, ненавидим, может быть, его. Вот найти в этом виде красивые вещи и описать их письменно. То есть написать, что вам там нравится. То есть каждый раз описывать свои эмоции, которые вы чувствуете. То есть вам необходимо разработать эту мышцу. Потом это будет автоматически в вашей голове все время всплывать. Но вы должны связать предмет, который вы видите, эмоциональную составляющую в любом, в чем-то можно увидеть красивое. Мы сейчас еще на фотографиях с вами закрепим и все это запомним. Поэтому обязательно как бы нужно вот эту связь настроить. Потому что любой фотограф, создающий, у нас реальность для всех одинаковая. Только разница вот в том, как вы видите, в ваших эмоциях. Любой фотограф фотографирует, я как бы уверена, вы пойдете, встанете в одном месте, будет профессиональный фотограф, будет еще 15, там, не знаю, китайцев, непрофессиональных и так далее. Все сфотографируют по-разному. Все видят по-разному, все обращают внимание на разное и делают акценты на разном. Поэтому, когда вы берете, вы уже пережеванную пищу едите. Вот представьте это вот как образ, то есть вы берете чужое фото, которое вообще, человек его уже как бы вот когда вы его для работы берете, то есть вам уже пищу переживали, и вы уже ее такую потребляете. Поэтому на самом деле это отдельный вид искусства, любоваться работами фотографов. Но использовать для своих работ лучше свои фотографии, в которых у вас есть какая-то эмоция. То есть, а для этого нужно фотографировать, смотреть на предмет очень важно, записывать эмоцию под эмоциональное состояние, вспоминать, вести блокнот, это мы уже с вами, и обязательно ставить домашние какие-то натюрморты, смотреть. Я иногда смотрю на край ванны, вот вчера об этом думала и смотрела, а там у меня просто стоит какой-то гель для душа, и я думаю, как падает свет, и вот он такой салатовый, и на белую ванну падает от освещения рефлекс салатовый. Но я бы проходила, ну и гель для душа, ну стоит и стоит, ну господи, пойду поищу красивые фотографии и так далее. А когда я села и начала смотреть на предмет, на его, как он выглядит, как он отражается, свет, тень, рефлексы. Я стала видеть и увидела этот рефлекс. Это не случается за секунду. Чтобы увидеть красоту, надо смотреть долго. И поэтому важны пленеры, поэтому важны художественные практики, когда вывозят, когда ставят вот эти бесконечные композиции, и изо дня в день человек смотрит на них, постоянно изучает их. Там, я не знаю, там кубик и шарик, что там изучать, скажете вы. Но именно это ставит художественный взгляд. То есть не стоит этим пренебрегать. Это помогает человеку видеть в простом красивое. Ну что ж, теперь я прочитаю, что вы мне тут написали. Так.
Да, про хочу и нужно, это прям... Живем один раз, да, для радости. Вот так. Вы такая молоденькая, но философски умная. У меня большой, как бы странно это ни звучало, жизненный опыт. Про свою историю я рассказываю. Я очень много учусь и каждый день, и рассказываю, ну, не то чтобы я совсем молоденькая, это мне 32, это тоже не секрет. Вот, и как бы есть моя история. Так. Да, друзьям дарить, это прям... Эфир, не поняла про вопрос продавать на ютубе, он бесплатно на ютубе. Так, сделаю графический рисунок, переходить к краске боюсь, откладываю и перехожу к другому, а потом начинаю сразу в краску несколько рисунков. Вполне возможно. Я делаю иногда 2-3, у меня набросков может быть, не знаю, на 5 работ, а настроение на акварель может случиться через там 2 недели. Абсолютно легко. Кто сказал, что надо сразу, вот сразу и делать? Это же не еда, она не испортится. Как училка подготовила конспекты к уроку, дает домашнее задание, как здорово окунуться. Я как бы не скрываю, в этом смысле я занудный учитель, педагог и так далее. Вот. Я очень люблю свой вид из окна. Да я тоже люблю, но просто вот это из разряда то, что мы видим каждый день, и на что, скорее всего, не обращаем внимания с точки зрения нарисовать. Нам кажется, что, ну, как бы вот какие-нибудь пейзажи там дальних стран, они все красивее, да, чем то, что мы видим из окна. Я рисовала свой вид из окна, он сейчас находится в частной коллекции, уехал в Штаты, и как бы вот даже вот так. Поэтому... Не пренебрегайте тем, что он может быть совсем простым, а оказаться самым душевным, например. Так. У меня в ванной окно и закатный свет. Так красиво падает, отражается от краников. Я думала, я ненормальная. Абсолютно нормально. Я советую вам отфотографировать и обязательно подумать над тем, чтобы сделать серию таких работ. То есть серию натюрмортов такого как бы именно домашнего с точки зрения металла, кафеля. Очень красиво, немного кто делает, очень интересно. Так. В поездках начинаю собирать фотореференсы, так увлекаюсь процессом, что не успеваю писать. И такое бывает. Настя, вы меня научили любоваться небом. Прекрасно, я очень-очень рада. Да, по чужим фото нарисованные работы не чувствуются своими. Я честно вам скажу, миллионы, сотни или тысячи людей каждый год, я сейчас правду матку, заканчивают художественные вузы. Сотни, тысячи, много. Рисовать, ну, если относительно себя, миллионы людей рисуют лучше, чем я. Один из моментов, которые я умею делать хорошо, это вкладывать эмоцию в свои работы. Это то, чему я сейчас вас пытаюсь как бы научить и к чему призвать. Потому что человек, смотря на работы, он не технические навыки на самом деле приобретает, он приобретает вашу эмоцию. Если вы научитесь ее передавать вот эту красоту в простом, то, по сути, это как бы одно из решений. Потому что технически рисовать всегда будет кто-то лучше, чем вы. Всегда. Ну, это просто нужно принять. И поэтому я абсолютно как бы трезво это оцениваю и понимаю, как работать. Но вы должны, необходимо найти свою какую-то фишку. Она может быть не обязательно в этом же самом, но просто суть в том, что искусство – это очень про эмоции. Если вы просто рисуете красивую картинку, и вы никак с ней эмоционально не связаны, я не знаю, как это работает. Мы можем сейчас здесь какие-то эзотерические темы поднимать, но я не буду. Но вы наверняка это замечали сами, что когда вы нарисуете, и может быть что-то более эмоциональное и глубокое, но даже простое, и что-то технически сложное, но как бы технически сложное, то человек купит и выберет простое, но эмоционально наполненное, а не сложное, технически, красивое, но не эмоционально
эмоционально наполнен, потому что там вы мучились и делали технические свои задания. Это другое. Поэтому эмоция очень важна. Вот это вот. Так. Очень много нравится, не могу это перенести на лист. Это проходит со временем. Естественно, практику никто не отменял. Давайте. Практика – это безусловно. Как бы 1000 работ нарисуете, потом мы будем это говорить. У меня тоже не получалось рисовать то, что я вижу. Ну, сразу. Вот. И у меня сейчас до сих пор в некоторых сюжетах, которые я не рисую, у меня не получается создавать. Всегда будет, что не получается. Почему-то все думают, что искусство – это путь во всю жизнь. Всегда будет гора выше вас. И как бы всегда будет куда идти. А вы на одну вершину подниметесь и увидите следующую. То есть, поэтому это как бы вечный путь, который, но на каждом этапе вы как бы признаете, там, не знаю, уровень своих работ. Поэтому я говорю, что очень важно ценить. Ну, вы же не говорите, что вы там, не знаю, совсем были, то есть, не знаю, это как бы к общей оценке. Ну, кстати, я понимаю, наверное, откуда, потому что у нас тоже такое в России присуще, что вот ребенок, он, ну, не знаю, там, или в детстве мы были глупые, а сейчас вот мы умные. Очень важно ценить все свои плюсы на каждом этапе развития. Точно так же и на этапах развития искусства, как и на этапах развития себя как личности, так и за все время. Естественно, я могу сказать, у меня, там, не знаю, самый высокий IQ был в 19. Просто там, как бы, сейчас я менее умная, но у меня опыта больше. То есть здесь как бы разные вещи, нужно всегда искать свои какие-то, да, преимущества. Анализ сюжета по 3 параметрам: знак, композиция, идея. Безусловно, но для начала начнем с эмоциональной составляющей нравится, не нравится. Потом уже идет композиция. По композиции у меня тоже есть эфиры. Мы все сразу по идее. Это вообще отдельно, мне кажется, надо делать эфиры и содержание. Но я бы так сказала, идея – это то, что отличает вас и другого человека. Потому что как бы идеи, как правило, не совпадают в этом смысле. И если вы концептуальное искусство какое-то создаете, там есть какая-то идея, то, ну, это ваше, это вот ваше уникальное. Поэтому здесь так, вот, все правильно, зачарованным миром вокруг, все, да. Но я понимаю, что да. Но я понимаю, что не все так, и есть, да, проблема в том, чтобы вот поэтому мы сегодня эту тему поднимаем. Так. Мини составит. Так, много фото, которые хочется нарисовать, но после мастер-класса, где повтори за мастером, перед самостоятельной работой всегда ступор. Не хватает умения составить алгоритм работы в каждом конкретном случае. Я могу дать такой совет, очень странный, но если вы хотите получить именно опыт, а не скопируй за мастером, то вы можете потратить один из мастер-классов, не рисуя, а просто, например, записывая алгоритм и этапы, которые делает мастер, осознанно. Как вариант. Не знаю, если вы покупаете онлайны, посмотрите, вы всегда успеете прорисовать с художником, но вы запишите этапы. Как правило, если я веду онлайны, я всегда рассказываю, почему так, а не так, почему здесь так, а не так. То есть не просто вот потому что я так хочу. Я никогда так не говорю. Я обычно привожу несколько аргументов, именно почему я делаю в данном случае вот так. То есть есть какая-то логика, и вы выстраиваете эту логику. На самом деле со временем она повторяется. То есть у любого рисования она повторяется. Мы тебя любим, Леша, я тебя тоже. Настя, расскажи, пожалуйста, твой процесс создания работы от идеи до скетча и по каким критериям ты выбираешь, что будешь писать в качестве финальной работы. В первую очередь, ну, если коротко, Алена, то получается, я обычно отталкиваюсь от своих эмоциональных составляющих или переживаний, да, очень-очень часто.
То есть я очень эмоциональный человек, просто со временем и с опытом как-то я это все в искусство отправляю уже, да, и поэтому я все время отталкиваюсь от этого. В первую очередь мне важно, если это просто красивая картинка, но я ничего там не испытывала, но, как правило, я за это не берусь, либо беру эту красивую картинку, могу для мастер-классов технических, но для своих работ, вот прям вот как бы и на пленэрах, это, как правило, у меня должно там сердечко ёкнуть. Вот когда ёкает, а дальше, после вот этого ёкания, дальше я уже откладываю, значит, эту эмоцию. Вот, беру и четкий строю план по тому, как я буду, значит, с ней работать, свет, тень и так далее, и потом уже как бы... Я не делаю практически сейчас скетчи. То есть то, что я вам советую, это для начальных этапов. Со временем вам просто это не понадобится, все будет в голове. Я могу вот сидеть, смотреть и думать над работой, там, не знаю, месяц, а потом, как бы не нарисовав ни одного скетча, потом как бы сесть и написать ее полностью готовую, без ошибок, без всего. Но мы все разные, это нормально. Кому-то нужно нарисовать, там, не знаю, 20 работ, чтобы протестить и все такое. То есть как вы поймете, какой ваш путь, если вы не пробовали? Я пробовала, то есть пробовала и таким образом, просто в последнее время я так не беру. Это совсем не значит, что я это рекомендую. Нет, как раз я не рекомендую так делать. Потому что если вы не уверены, то вы как бы наляпаете ошибок, и потом будете... Тут нужно быть очень уверенным в себе и в том, что вы делаете. Вот и все. То есть, как бы, а уверенность нарабатывается с практикой. Просто после 1000 подобных работ, естественно, вы уже как бы, ну, то есть, я написала за, вот, не знаю, там, последние 5 лет, ну, не знаю, около, там, 3000, наверное, работ. 4. Ну, то есть, естественно, как бы они... Это все практика. То есть уже я понимаю, что я некоторые сюжеты могу вообще закрытыми глазами из головы написать. Ну, того, что я не могла там 5 лет назад, потому что я, ну, не было у меня практики. Но если я никогда что-то не рисовала, то я не смогу это легко нарисовать. How much time do I need to learn Russian? You are too demanding, would like to understand what you tell. Thank you. I think if you want, maybe 1 year, but yes, Russian is a little bit difficult language. Yes. I try to answer my Russian question. That's why I answer in Russian. Решение цветов проблема, хотя есть некоторый опыт, но каждый раз ступор, как запомнить и научиться. Может, есть система. Антонина, я думаю, что вы нарисовали, ну, меньше 200 работ в своей жизни. После 200 работ этот вопрос отпадет. Я первые 20-30 своих работ, я даже не знала, как цвета называются, не то, что смешивать. Вот. Как выбираю локацию для пленэра, на что обращаю внимание? Для пленэра в первую очередь мне нужна светотень. Легкие, любые работы, когда есть падающий свет и тень, либо отражение, то есть я придумываю эти фишечки, потому что, чтобы пейзаж был интересным. То есть если есть какое-то контрастное там падение света от предметов, сейчас я даже не знаю, но есть тут работы. Да, ну вот пример. Не знаю. Очень такой тоже пример. Рисовали водопад. Вот там этого не было. Но как бы я посмотрела, какой свет, какая тень, и придумала, что здесь будет еще вот эта фокусная точка. Потому что без нее было бы более скучно. То есть так интереснее. Когда вы уже просто нарисуете много раз так, то, естественно, вам будет уже легче сделать это. Но практику нужно нарабатывать. То есть мы все такие хотим, ну, нет, ну я же понимаю, я же вот взрослый, я хочу вот все и сразу, быстро. Так. Часто проблема, вижу, что красивый, на фото часто лучше удается передать красоту, а вот на рисунке не то, не та эмоция, не то настроение на бумаге выходит. Про эмоцию я вот сказала, советую как, но практику никто не отменял. Тут, извините, у меня нет волшебной таблетки, я не говорю, что я решу все ваши... Я могу вам дать только инструменты, дать удочку, рыбу я вам не дам. Ты рисуешь не хуже миллионов людей. Нет, я не сказала, вот смотрите, очень важная формулировка. То есть я сказала, что 1 миллион людей рисует лучше, чем я. Ну, не знаю, сотни.
А вы мне написали: Настя, ты рисуешь не хуже миллионов людей. Это не так. Я не сказала, что я рисую хуже. Вот это как я рисую отлично. Я знаю, как я рисую. Просто кто-то всегда рисует лучше. Это очень важна формулировка, как бы формулировка «ты рисуешь не хуже» — это обесценивание. Сказать, что кто-то рисует лучше — это нормальная, адекватная самооценка. Здесь вопрос. Это так же, как, например, я не переживаю, что выиграл другой. То есть, как бы то есть очень важно свое место на этом. То есть, не знаю, я завидую, что кто-то выиграл или кто-то там это. Нет. Я, допустим, переживаю в данном случае, что я там проиграл, потому что я знаю, какой я могу лучше. Это тоже. И здесь я адекватно оцениваю. Это не значит, я себя абсолютно адекватно оцениваю. Я знаю, что я классно рисую, я хороший педагог, я очень хороший художник. И много-много-много плюсов. То есть здесь как бы нету у меня каких-то там «похвалите меня, пожалуйста». Я абсолютно адекватно оцениваю. Но я при этом абсолютно, я живу не одна в этом мире. Это не мешает мне точно 100% знать, что есть люди, которые рисуют лучше меня, и они всегда будут. Я расту каждый день, но всегда будет так. Это меня никак не расстраивает, абсолютно. Вообще, у меня свой путь, у них свой. Просто это очень важно понимать. Так. Как делать работу с глубоким смыслом, не просто красивая картинка? Только изнутри себя. То есть, как только вы... Если этого наполнения еще нету и необходимости сделать глубокую работу, вы это не высосите из себя. Ну, то есть это рождается. Читайте больше книг, литературы. Это будет наталкивать на какие-то переживания, на какие-то концепты, на что-то такое. То есть к вопросу, например, искусства наполненности и смыслов. То есть смысл здесь не в самой картинке, не в референсе. И это только ваши переживания. То есть, если этих переживаний нет, но это, знаете, это вот как я всегда говорю, так, как найти собственный стиль? По-моему, раскладушки никто не рисует. Вот буду рисовать раскладушки, будет мой стиль. Но так не работает. То есть, мы только можем найти концепт, стиль, смыслы внутри себя. Если пока этой потребности нету, значит, изучая мир, она появится. Когда я рисую картины со смыслом, я не задаю себе такой вопрос. Я просто не могу по-другому, потому что меня сейчас, вырвет искусством. Я разорвусь, если я сейчас это не сделаю. То есть мне будет плохо, я себя разрежу, если я это, потому что это мои переживания внутренние, я их не придумываю. То есть, если пока этого еще нету, значит, читаем, смотрим, изучаем мир и задаем себе вопросы, что мы переживаем, о чем мы, там, не знаю, хотим сказать. Но в какой-то момент просто станет так, что вы не сможете этого не делать. Поэтому вот и так. Расскажите про знакомство с Эудисом, как его философия, близка ли она вам? В 3 словах, мы с Эудисом дружим давно, уже, наверное, лет 5. Он был еще на моей первой персональной выставке в 2017 году в Москве. Вот, и у меня уже хорошая коллекция его работ. И мы как-то всегда встречались и за границей много раз, и поддерживали друг друга всегда. Он меня очень поддерживал в творчестве. Вот, и... Как бы в целом у всех у нас разная концепция, мы немножко все переопыляемся, взаимодействуем, и мне кажется, это очень классно быть в каком-то комьюнити. Я скажу, что я не очень со многими художниками дружу за границей. Ну вот могу сказать, что это как раз Эудис, это Николас Лопес, Алекс Хилкурц, это вот мои прям такие, наверное. Ну и может быть еще там несколько человек именно вот иностранных художников. Вот. А так в основном, это тоже такой момент, у меня не очень много именно друзей. То есть общаюсь я очень со многими, знакома я с очень многими. Вот. Но именно вот дружеские какие-то моменты, то есть там, не знаю, совместное времяпрепровождение, там встречание, отмечание, не знаю, там переживания и так далее, это действительно вот как бы мало с кем. Так. Я в свое время из-за мысли, что многие хорошо рисуют и лучше меня, не пошла в художественный вуз поступать. Ну, мы это уже как бы вот сейчас обсудили, я же
Почему покупают гиперреализм, не знаю. Покупают и не гиперреализм. Многие покупают абстракцию, покупают совершенно разное, покупают эмоцию. И гиперреализм — это тоже иногда эмоция. То есть, сейчас я долистаю, мы начнем с вами рисовать, отвечу на ваш вопрос. Значит, все зависит от того, как он сделан. Я говорила об этом миллион раз, и еще раз скажу. Например, да, не упомянула, как раз его упомяну, то есть Терри Дуваль, я была у него в мастерской в Париже, мы тоже несколько раз встречались, и это очень хороший художник, вообще прекрасный человек. Его работы — это не копирование фото. Найдите хоть одну фотку Парижа, где не было бы, не знаю, столбов, рекламы, там, не знаю, каких-нибудь, не знаю, мусора, там, и так далее. То есть он точно знает, что там находится за предметами, он создает свою картинку идеального мира и ее транслирует. Его концепция именно в создании вот без такого, то есть идеальной архитектуры, красивого света и всего. Там нету ничего лишнего, если вы внимательно посмотрите. Например, его японские заказчики просят рисовать без людей, например, чтобы ничего не мешало пейзажу. Вы не найдете ни одной такой фотографии, он не копирует фото. Но и при этом гиперреализм — это большая колоссальная работа. Не путаем, короче, плохих художников и хороших. Неважно, в каком жанре работает художник, он может работать плохо и в абстракции, и плохо работать в гиперреализме. Вот так. Плохо работать — это значит, ну вот, ничего не вкладывать, не формулировать свою задачу, не использовать правильные технические навыки. Ну, как, я не знаю, как блюдо там дома может и ребенок приготовить, но профессиональный повар приготовит то же самое по-другому, да, так и здесь. То есть и абстракция тоже, и так далее. Ну, это мы можем на тему современного искусства очень много разговаривать. У вас бывает такой момент, когда работа оживает как отдельная единица существования, а иногда работа хороша, но сухая, не живая? Миллион раз всегда так. Конечно, у меня есть работы лучше, а есть работы хуже, и есть работы неживые. Абсолютно. Я же нормальный человек. Так. Как же все соскучились, кажется. Было здорово провести прямой эфир, да, просто пообщаться. Спасибо. Нет, как я съемку урок произвожу, ну, честное слово, сейчас покажу, конечно, но вот у меня тут, сейчас, вот будет вот такая штучка. Вот она стоит, тут прикреплена к лампе, лампу вот здесь, вот все очень просто. Сейчас мы с вами переключимся туда. Так. А если пасмурно, Ален, то это сложнее история, то нужно придумывать свет. Ну, в моем случае. У меня практически все работы, их объединяет это свет и контрсвет. Но есть люди по пасмурным работам, то есть художники. Если пасмурно, я придумываю отражение. Всегда. Отражение — это создают вот эти эффекты, или вот какой-то свет сама добавляю, либо придумываю отражение. Так. Сейчас очень много написали. Так. Будем рисовать, не переживайте. Так. Может, и не начнется. Друзья, смотрите, вот мастер-класс начнется. Мы говорим долго. Это такой мой... Давайте так, короче, эти эфиры идут немножко по моим правилам. Вот, поэтому, если вы хотите полноценное только рисование, где я не болтаю, не отвечаю на ваши вопросы, не взаимодействую, у меня есть уроки на интеркласс, вы можете меня перемотать потом на ютубе, то есть вообще отключить меня там и так далее. Это как бы ваше право, я здесь абсолютно не буду переживать. Это вы тоже имеете. Я тоже иногда не люблю, когда много болтают, но кому-то это важно, поэтому, ну вот, я отвечаю. Так, про книгу в начале говорила. Отлично, наконец-то я долистала. Ладно, друзья, вот, это все очень классно, и на самом деле, я говорю, очень важно, во-первых, то есть давайте так это вернемся, резюмирую то, что я скажу относительно художника. Очень важно, когда вы художник, это понимать, что в первую очередь вы рисуете для радости, потому что вы хотите, потому что вы не можете по-другому. Все остальное как бы со временем должно отпасть.
если вы хорошо вкладываете эмоцию, хорошо работаете, и это чувствуется, то в итоге и люди принимают ваши картины, они им нравятся, и это находит отклик. Но в первую очередь начните с себя. Невозможно кого-то заставить себя любить. Вот. Так. Да, я знаю, что не знают, да, как я провожу эфиры. Это нормально, я буду повторять много раз одно и то же. Вот, поэтому, да, наставление. Я просто с вами делюсь, потому что я вижу, я просидела вот опять полгода, смотря и не ведя эфиры, и я вижу опять как бы нагнетание определенного стереотипа среди художников, и я опять его прихожу, и опять тут начинаю все разбивать, чтобы как бы показать, что на самом деле вы не одни. То есть вы не одни вы думаете, может быть, по-другому, не одним вам страшно, и у меня это все было, и все эти этапы, и как бы я абсолютно искренне общаюсь, потому что, ну, невозможно, как бы, ну, мне, честно, всегда прийти, то есть я не считаю, вот опять, я не смешиваю экспертность и как бы искренность, то есть, ну, то есть я не смешиваю, что если вот я эксперт, то я должна вот так вот все, и только вот меня слушайте вот так правильно, так неправильно, и все такое. Нет, у всех нормальные люди, все, у всех ошибки, и у экспертов тоже. Иначе как бы мы чувствуем, что мы какие-то не такие, идеальный век Инстаграма, все вылизанные, нет как бы такой. Ну, то есть для меня, да, Инстаграм это не делиться своей жизнью, что я ем, но это про искренность вот для вас с точки зрения того, что мы все живые люди, мы можем переживать, может что-то не получаться, может быть по-разному. Поэтому в этом смысле, но вдохновение и все это вопрос не фантастический, это не эфемерная вещь, она внутри вас. Сейчас я еще раз повторю, что нам надо делать. Такая светлая и радужная. Спасибо. Вот. Да, эмоцию. Так, а мы сейчас еще не уходим, так что вот. Так что сейчас я переключаюсь, мы с вами и начнем порисуем. Обязательно. Так. Просто вы меня уже не будете видеть, а я вас буду. Вот, видите, написала даже, что эфир сохраню. Значит, что нам нужно сделать? Так. Интеркласс сотрудничает только с определенными художниками. Есть художник... Так, Вячеслав Курсеев, он малоизвестен, к сожалению, хочется поучиться, нет возможности. Вы всегда можете... Во-первых, как бы я не знаю, готов ли Вячеслав. Тут вопрос же не только того, что как бы вот вы хотите, а готов ли человек сотрудничать, записывать онлайн-эфиры. Поверьте, это не такая уж простая штука. И как бы это требует определенного опыта, отдачи. Поэтому если человек готов, вы можете ему написать, можете ему предложить, потом предложить интеркласс. Ну, тут как бы такой вопрос. Я думаю, что все готовы на обсуждение. Так, книга выйдет в конце января. Знаю, да, мы уже в начале эфира это обсуждали. Спасибо тем, кто дублирует, отвечает на вопросы. Это прям очень-очень важно. Так. Значит, что нам надо с вами сделать? Это первое. Я вот сейчас прям напишу. Это супер важно. Это завести блокнот для эфиров. Завести блокнот эфиров. Значит, в нем первая тема. Это как видеть красоту. Можете вместе со мной писать в простом. Значит, не выбирать красивые референсы. Я буду сокращать. Фотографировать самостоятельно. Значит, связывать эмоции. От фото, места, с музыкой, запахами, ну, там на ваш вкус. Значит, упражнение. Это
первое, да, пойти, давайте так, найти дома 2-3 предмета, поставить их на свет. Я сейчас покажу. На свет. Сфотографировать. Описать эмоции. Сначала будет сложно, но это надо тренировать. И цвета, которые видите. Да, которые видите. Так, дальше. Выйти на улицу. Значит, сделать 2-3 таких же фото с музыкой, да? Записать эмоции. Подождать, не знаю, там, неделю. Подождать неделю. Воспроизвести эмоции. С помощью музыки, соответственно, вы поняли. Ну, то есть, как бы, как надо. Вот. Значит, что вот по предметам и так далее. Вот я сидела в Варшаве, и вот дома сфотографировала, смотрите, как красиво. К вопросу, обычная лампа стоит, кусок, там, не знаю, картины, шкаф, здрасте, диван. И вот падал свет, жалюзи очень помогают. Жалюзи вы можете свет поставить через какую-то, вырезать какую-то форму сложную, направить свет на предметы из вырезанной сложной формы. Тогда у вас вот так вот все осветится. И смотрите, если мы начнем рассматривать, то мы увидим, смотрите, рефлекс бирюзовый, здесь желтый, любой предмет может быть. Так. Так, читаю. Ага. Надо открыть свою школу. Нет, школу я не хочу, но курс это я и так записываю. Значит, видите, да, то есть какой момент? Обязательно мы смотрим. Простые предметы могут быть очень красивые, если появляется свет. Это я фотографировала, просто сидели за столом в Черногории и кушали. Вы скажете, ну уже на фото красиво. Конечно, красиво, потому что я заметила, что свет падает через листву и дает вот эти вот эффекты. Это к вопросу натюрмортов. То есть вы находите любые, тарелку, ложку. У всех дома есть тарелка, ложка, правильно? Ставите на свет. Если нету, ставите искусственное освещение. Можете специально сделать шаблон, по которому из лампы будет светиться вот под жалюзи, да, мы с вами уже выяснили, круглые, полосочки и так далее. И это будет давать нам эффекты. Вот. Относительно простого фото, это я фотографировала вот пасмурное. Но когда есть пасмурная фотография, еще может понравиться сама форма или отражение. Это фото, ну, обычное, сделанное в Кузьминках. В 2017 году я писала с него вот эту работу. Она в частной коллекции. И в прошлом году я под заказ написала вот такую работу с другим освещением. Она также в частной коллекции. Она большая в итоге. Это как бы маленькая. Вот фото. Я к тому, что фото не всегда совершенно должно быть. Вы не копируете фото. Как только вы копируете фото, то будет совсем по-другому. Вот Алена сегодня задавала вопрос правильный про то, что а если пасмурно? Вот пасмурно. Тогда я взяла первый раз, как бы знала, что могу взять. Взяла пасмурно. Пасмурно, но сделала акцент на отражениях. И получилось одно настроение. Да? А потом я взяла и подумала, ага, не добавить ли мне света? Изучила и добавила контрсвет. Получилось другое настроение. А фото вот это. Угу. Понятно, что это все рождается с практикой. Но для того, чтобы это родилось, надо смотреть на предмет. Что вам в нем нравится, что не нравится. Вот не нравится мне это зеленое. Она мне заслоняет это дерево, заслоняет отражение. Ну, я его и убрала.
Нравится, не хватило мне верха, чуть-чуть, добавила деревьев, растянула их по высоте. Это очень важно. Когда мы смотрели с вами, например, был эфир, вот фото. Вроде, казалось бы, ничего необычного, но когда у вас есть вот этот вот свет или тени, это всегда будет притягивать внимание. Потом мы с вами, есть этот урок на Ютубе, обязательно посмотрите, написали вот такую работу. Все, а фото вот. Но для того, чтобы смотреть, ну, как бы для того, чтобы видеть красоту, надо смотреть обязательно. Потом, вот это фото, ну, тут тоже светотень красиво, но в итоге написали вообще вот такую работу, да. Еще, работа еще интереснее, чем фото, потому что мы добавили цвет теней, изучили его, убрали серый. Но это все мои фотографии, когда я занимаюсь этим, это очень важно. То есть обязательно фотографирую я на iPhone, не нужна какая-то супер большая техника. То есть достаточно вам телефона. Вот. Допустим, вот еще просто фотография, где-то здесь была эта работа. Вы можете из нее вытаскивать, это было на курсе. То есть фотографии, там куча людей. Зачем мне люди? Зачем мне что-то? Мне интересно светотень и как вот это работает. В итоге просто добавила фон, получился ребенок, вот так получилось. То есть вы берете для себя всегда то, что нравится вам, ваши эмоции, ваше детство. Мне понравилось, и вот она, и это детское состояние дотянуться. Здесь она немножко другая. Ну, я поменяла ребенка немножко. И, заметьте, сделала ее как бы больше наклон и движение вперед, что вот она туда смотрит, как бы зрителю, как будто туда, за нашу спину, и бежит туда. Здесь она немножко другая. Она смотрит в бок, и у нее меньше динамики. Вот. Это просто очень важно в том плане, что когда вы выбираете, вы можете дальше работать самостоятельно с этим референсом. Потратьте время. Мы все хотим только акварель, готовую работу. Взяли и нарисовали. Это не то. Если мы хотим учиться, видеть красивое в простом, мы вот сидим, я могу сидеть и часами смотреть на это фото. Изучать его. Что я хочу убрать, где светлое, где темное. То есть это важно. Мы все пренебрегаем и начинаем рисовать все быстрее. Я каждый раз об этом говорю. Сложно абстрагироваться и не видеть лишнее. Так если мы не смотрим, то есть мы обычно берем такие, так, сложно абстрагироваться, не видеть лишнее. Беру фото и, значит, копирую. Сколько над ним думал? Я говорю, я могу думать над работой месяц, иногда 2 года. Я не шучу. Если мы хотим чему-то научиться, это требует времени. Либо мы выбираем тогда, если мы хотим легкий путь, то мы как бы тогда не переживаем по поводу того, что у нас это не получается. Хорошо? Как бы договорились? Здесь в этом смысле очень важно смотреть. Я даю как бы удочку, которая, да, вам помогает. То есть наши упражнения вам помогут. Это обязательно надо сделать. И я советую, рекомендую. Отмечайте потом меня на сторис. Мне будет очень приятно. И как бы я, может быть, что-то кому-то откомментирую, если увижу, что какие-то там вопросы. Обязательно. Поэтому у нас хэштег есть. Вот. Там все выкладываем. Я знаю, что в первые разы сложно. Я не недооцениваю ваши страхи. Да? Здесь просто очень важно как бы понимать, что есть страх, хочу я с ним бороться или не хочу. То есть, если как бы сложно, ну, буду сидеть, ничего не делать, то тогда это одно. Как бы как раз наша борьба со страхами – это работа, она сложная, но она требует времени. Дайте себе время, вы за 2 секунды тоже не научитесь. Мы взрослые, я преподаю взрослым, и я знаю, что это постоянная история, что мы от себя многого хотим за раз. Нет, как любому чему-то нужно учиться долго. Вот, поэтому обязательно нужно как бы со временем. Мы смотрим на что-то, но мы смотрим на что-то. Вот я смотрю, и тут есть, и тут нам необходимо что-то выбрать. Да? Чтобы получить какую-то работу, нужно что-то добавить или что-то убрать. Вот мне девочка важнее, зачем я буду рисовать? Вот, не знаю, может, я еще и бутылку тут нарисую, и вот то, и вот то, и вот то. Они мне зачем? Может, я выберу, конечно, вот такую композицию, тогда окей, тогда я нарисую из всех. Но если я, допустим, хочу нарисовать ее, то я не буду
на все остальное обращать внимание. Вы не получится и к умным, и к красивым, понимаете? Немножко нужно как бы... И вот ту эмоцию, которую вы закладываете, дальше уже стараемся уходить от ненужного. То есть наша работа с акварелью – это в том числе очищение от ненужного. Вот тут я не могу не согласиться, что практика полезная, как дом почистил. Тут как бы привет всем инфо-цыганам, но это правда. Это единственное полезное. Почистил дом, почистил пространство вокруг себя, почистил свои эмоции и что ты хотел этим сказать. Это супер важно. Вот, поэтому берем упражнения, делаем дома самостоятельно и будем с вами разбираться дальше. То есть, да, поняли, как у нас все это работает. Можете там принтскринить. Кто сейчас прям хочет, я вот так положу. Вот, все, убираю. Сейчас будем рисовать. Надеюсь, что мы что-то сегодня вообще успеем, потому что вот. Вот такая у нас работа. Значит, будем с вами рисовать. Ну, я на самом деле выбирала между вот этой и этой. Ну, вот выбрала вот эту. Хотя можно было... Это посложнее чуть-чуть. Значит, гуляла я рядом с домом в Измайловском лесу. Увидела свет. Свет всегда выигрышный. Видите свет, фотографируем свет. Дальше будем разбираться. Дальше можно кадрировать. Вот подумаю. Ага, свет. Ну что вот я могу сделать? Это моя оригинальная фотография. Как я работаю обычно. Взяла, начинаю брать кадр. Да? Я понимаю, что мне хорошо бы это втреть. Вот здесь мне лишнее не нужно. Вот сюда. Видите, сразу рамочка появляется. Рамка супер полезна. Всегда ставьте рамку. Вот. Берете, дотягиваете, чтобы у вас втреть попадало солнце и светотень. Значит, лишнее мы убираем. Тогда у нас композиционно, ну, один из вариантов получается лучше. Меньше рисовать, меньше ненужного. Все. Таким образом я... Сейчас, вот так. Можно даже еще поменьше. Убираю тут и дерево справа, которое мне не надо. Фокусируюсь больше на важном. Оставляю низ. Делаю свет. Возможно, уберу и вот это дерево. Но оно тоже интересное. Все. Откадрировала. Это то, с чем как бы дальше мы будем работать. То есть лишнее убрали, уже плюс. Как правило, лучше оставлять, чтобы здесь было с одной стороны на листе пониже, с другой повыше. Если у вас здесь деревья уходят вверх, то лучше, чтобы они в другой части давали больше воздуха, не уходили. Сейчас я быстро нарисую карандашный рисунок. Он будет совсем маленьким. Мы с вами будем обсуждать в процессе все. То есть... Когда, вот если мы посмотрим сейчас на рисунок, мы видим тут все черное, свет, ну синее внизу, хорошо, синее внизу, рефлексы по цвету теней, я сегодня не буду рассказывать, обязательно посмотрите эфир «Цвет теней», вот, потому что если не видели, то лучше, чтобы у нас был какой-то с вами общий язык, да, для этого нам надо что-то вместе смотреть. Мои эфиры, и я на них ссылаюсь, поэтому очень важно. Значит, здесь я выбираю в третьей, где у меня будет солнышко. Выбираю линию горизонта, она у меня будет чуть выше середины листа. Здесь у меня будет дерево. Так, мы помним, что наши эфиры это все-таки больше такое, более упрощенные объяснения, поэтому я рисую на формате чуть поменьше. Так, туда у нас уходит дорога. Я хочу оставить, ну вот, кстати, это дерево можно переместить поближе. То есть у нас будут просто разные планы. Вот так, я его сделаю сюда. У нас будет здесь просто другой план. Так, тут лыжня, но это не супер важно. Сейчас по теням будет все понятно. Так. Да, на днях очень похожий сюжет. Ну, так он очень, ну, он очевидный. Сейчас как бы рисуем, что видим. Я об этом и хочу вам сказать, что нужно рисовать то, что вы видите. Незнакомые, непонятные, прекрасные страны. Это, конечно, все красиво, но эмоцию будет приносить ваши впечатления от красоты, которые вы видите рядом, понимаете? В этом очень важно, это супер важно.
Да, работа построена на контрасте, глубине, растяжки. Конечно, в любом случае работа всегда построена на глубине, контрастах, тепло-холодности. This size, I think it's smaller than half an sheet of watercolor paper. It's about, I think, 30 and 40 centimeters, I think. Так, снег занимает практически половину рисунка, как это в плане композиции. Все хорошо, он занимает большую часть. Тени будут занимать большую часть. Даже вот так вот. Вот все вот это. Композиционно нам нужно, чтобы у нас не было половины. У нас должно быть обязательно... Так, здесь свет, тоже какие-то деревья. У нас какая-то часть должна быть больше, какая-то меньше. Так, все деревья я здесь не рисую. Так. Я обычно привыкла еще выше, сложнее. Ну, я имею в виду больше рисовать. Для эфира поменьше просто формат взяла, чтобы мы успели. Так, вот здесь у нас где-то линия горизонта. Она выше 1/3. Она чуть ниже 1/3, но выше середины. То есть, чтобы у нас низа было больше, верха меньше. Это меньше, чем пол-листа. У меня иначе не влезает по высоте, я не вижу ваших комментариев, поэтому, ну и для эфира проще. Значит, здесь и линия горизонта. Здесь что очень важно с отражениями? Да, что очень важно? Сейчас мы будем маркером рисовать. Ой, не с отражениями, с тенями. Тени, они не идут из солнца, они вот не отсюда, это лучи идут отсюда, а тени идут с линии горизонта. Линия горизонта проходит через голову людей. Я вот сейчас искалякаю немножко экран. Значит, вот здесь у нас линия горизонта, видите? Вот, через голову людей. Я опускаю солнышко, ну, условно, оно вот здесь вот находится, да? Мы можем довести, точнее, ну, либо так, либо так. Любые линии, они у нас соединятся на линии горизонта. Она здесь немножко, ну, она такая условная, потому что горка идет там вверх и вниз, ну, вот она. То есть, если я так нарисую, видите, все идет сюда. Не вот отсюда. Если бы шло отсюда, то вот шли бы вот так линии, видите? Это важно, потому что мы вот так берем солнце, где бы оно ни находилось, несем его вниз до линии горизонта, и от этой точки мы уже начинаем тогда строить все линии. Это очень важно. Обращаю ваше внимание. Так. А теперь бы мне это все стереть. Было бы прекрасно. Пока я тут нещадно тру свой планшет, я советую начать с таких более простых сюжетов, где не нужен сложный карандашный рисунок, но где есть свет. Это всегда будет работать. Так. И поэтому у меня солнышко вот сюда опускается. Дальше я понимаю, что у меня вот тут дерево стоит. Значит, что? Через эти точки дерева я провожу сюда. Да, ну даже вот так у нас будет расширяться. Тень одна. Тень там от какого-то другого дерева еще большая. От маленьких сюда. Не теряю ее. Еще вот так. Тут, вот здесь, то есть она такая у нас лежит, можно даже немножко еще больше положить. То есть... Вот таким образом. Так. Сейчас пока все мои курсы только на интерклассе. Ну, может быть, будут позже где-то еще. Так, ну и все. Это все, что мне надо. Пока остальное я буду там уже в процессе. Так, стараюсь не заваливать горизонтальные линии. Пусть они все-таки больше будут горизонтальные. Да, здесь мы смотрим на... Но мы сейчас с вами не делаем акцент на всем сразу, поэтому мы делаем с вами внимание на атмосфере и настроении. Я сегодня говорю об этом. Так что если вы даже наваляете с точки зрения там, построения, бог бы с ним. Отпустите себя, в конце концов, хоть раз.
Я смачиваю с двух сторон лист. Я поэтому и взяла такой простой сюжет, чтобы мы немножко эмоционально в него погрузились, в свет, в удовольствие. Он всегда будет более эффектным, даже если вы там что-то накосячите. Тут нету линейной перспективы сложной, только вот на основные моменты я ваше внимание обратила. Если рисуете рядом с зимой и рядом батареи, то обязательно увлажняем хорошо. Падающая тень начинается от предмета. Вот она. Вы не совсем меня поняли. То есть она идет, от источника света и от предмета. Начинается она от предмета, а не от солнца и не от линии горизонта. Вот предмет. От предмета идет тень. Но откуда она начинается у нас? Где источник света? Но если источник света у вас будет, мы еще раз с вами, вернитесь и посмотрите внимательно. У нас вот не отсюда у нас она идет. Видите, если я от центра солнца проведу через предмет, то это будет странно. Тогда у нас будет, потому что у нас есть плоскость. Плоскость, она у нас присутствует вот здесь, в нашей системе координат. Она не вертикальна, то есть у нас здесь солнце вот так вот не идет. Тогда у нас, по идее, должна быть тень вот сюда, да? Вот эта тень вот сюда. И вот так мы все и рисуем. А у нас тень лежит в плоскости снега. А плоскость наша и все построения линейные связаны с линией горизонта, то есть линией наших глаз условной. Да. Да не перманентный, все нормально. Все, видите, планшету уже конец давно было. Он какого-то 13-го года, он и так уже еле живой. Поэтому я его использую вот так, сугубо на эфирах. Очень внимательно слушайте меня внимательно. Я довольно точно все Если что-то непонятно, пересмотрите эфир еще раз, потому что я понимаю, что с первого раза иногда с одного непонятен смысл всех слов, которые я произношу, может быть. Мы не можем все уловить, просто потому что много информации. Это нормально. Потом вы просто еще раз посмотрите, и там, скорее всего, будет ответ. Это арш. Я рисую на арше. Я не рисую на Сандерсе вообще. Никогда. Never. Я на нем рисовала 3 раза в жизни. Вот. Сейчас мы рисуем на арше. Так. Ну что ж. Мы начинаем со света. Значит, первый этап – это работа со светом. Сейчас бумага должна у нас напитаться водой. Обязательно с 2 сторон хорошо водой. Если вы сразу приступаете к работе, у вас все высохнет мгновенно. Поэтому я не просто так болтаю, сейчас вам буду рассказывать. Я буду ждать, пока бумага напитается, и еще раз ее увлажню. Это очень важно, особенно зимой. Так. Здесь мы начинаем со света, мы начинаем с неба, солнца, забываем про все деревья, про все темные участки и пишем низ сразу вместе и тени, вот эти вот глубокие, вы сейчас поймете. То есть мы начинаем, акварель почему очень хороша при работе со светотенью? Она ведется от светлого к темному. Светлый – это лист, поэтому мы всегда вот так вот начинаем со света. А тень затемнить мы всегда успеем. Поэтому сейчас будем рисовать с вами свет. Вверху довольно светло, внизу потемнее. Вот я поболтала немножко. Еще раз, если где-то вспучилось, я вот так вот разглаживаю. Обязательно. Обязательно. И еще добавляю воды. Переувлажнить бумагу нельзя. Ничего с ней не случится. Это хлопок, это ткань.
Представьте, что это не бумага. Забудьте, что это бумага. Это только называется бумага. Знаете, как это? Не все, что называется бумага, выглядит как бумага, есть бумага, к сожалению. Вот, поэтому это хлопок. Он совсем себя по-другому ведет. Если мы внимательно посмотрим на любой свет, то, так, и не уроним планшет, то его свечение образует не сам свет, а предметы вокруг него. То есть у нас вот здесь переход довольно спокойный и довольно белый цвет. А вот предметы вокруг него у нас уже имеют освещение, и именно они дают свечение. То есть только второй этап. На первом ничего тереть не надо. Если мы не знаем, какой цвет, и сомневаемся, берем и прикладываем лист бумаги, ну, при нормальном освещении, естественно, вы сейчас видите не так, как вижу я, вот, и мы определяем, что это за цвет. Не просто, потому что снег белый, безусловно, это окрас предмета. А цвет снега в данный момент желтый от солнца и холодные тени. Теплый свет, холодные тени. От неба также плюс рефлекс. При белый лист бумаги видим, какой у нас сразу снег, какой у нас цвет предмета основной. Для освещенных участков, если теневые, мы можем менять там цвета немножко, ну, то есть не брать там коричневый и черный, естественно, то для освещенных очень важно сравнивать и смотреть, какой реально цвет в конкретный момент времени, потому что не существует такого, что окраска предмета совершенно не значит, что он такого цвета все время. Если здесь будет, не знаю, красную лампу я поставлю, то снег будет красный. Если, не знаю, будет закат розовый, снег будет розовый в данный момент. Поэтому всегда сравниваем и смотрим. Так, поэтому сейчас мы начинаем. Я немножко голубоватый. Вы можете взять любой синий, с которым вы работаете. У нас с вами сегодня такая разрисовка постепенно. Если вы хотите про мои цвета, я сейчас не буду их как-то отдельно показывать, то есть отдельный эфир, где я рассказываю все смеси, которыми я работаю. Он также бесплатно на канале находится. Просто иначе мы никогда с вами ничего не нарисуем. То есть мы все разделяем с вами поэтапно. Начинаю с голубоватого. И сейчас буду переходить в теплый. Я использую сиену. И я буду цвета называть некоторые. И желтую охру, и сиену. Для того, чтобы сиена жженая не дает зеленцы на голубом небе. То есть чуть-чуть к охре добавляем сиену, уже сразу получается у нас не зеленый, а больше такой серый. Легкое небо. Помним, что у нас любой цвет при высыхании уходит. Поэтому будет светлее. Дальше желтоватый больше. Вот настроение. Здесь тоже. А вот само солнышко у нас более белое. Ну, вот такую подложечку делаю. I use Indent blue, or sometimes I mix Amethyst Genuine from Daniel Smith and Horizon Blue from Magellan Mission. Together, after I mix it, I get this blue. It's looks like Indent blue.
Можно и нантреновый просто использовать. Любой голубой, который вам нравится. Хотите, какой хотите. Я не использую, например, кобальты, ультрамарины. То есть в данном случае... Смотрите, чтобы заливка получилась ровная, хорошая, можно вот так листик взять вертикально. Нет, сейчас горизонтальный был планшет. Иначе все утечет. И у нас будет вот такое плавное перетекание. Так, я сейчас уберу, а тут я залью наши надписи. Если перетекание не получается, вы где-то капнули, видно полосатость, берете веерную синтетическую кисть. Значит, браш Рублев по промокоду Кустова, скидка 12%. Это я всегда и сама ими пользуюсь, поэтому ничего такого. Так, вот, мягенько расчесываем. Чуть-чуть я подкладываю. Можно неаполитанку, я не пользуюсь неаполитанкой. Просто вы можете мне... Я знаю, что неаполитанка не дает. Я просто говорю, как пользуюсь я. У меня палитра не меняется последние 5 лет. Я рисую ей все работы. Она мне нужна для того, чтобы рисовать все. Тут многофункциональные замесы. Поэтому вариантов много. Как бы нету правильного варианта, понимаете? Есть миллионы вариантов, когда можно получить что-то такое, взяв что-то такое. Какими художник рисует красками, на самом деле не имеет значения. Очень важно, как он работает с кисточкой. Важно, как он увлажняет лист. Для акварелистов это супер важно. Вот, поэтому... Так, сейчас я беру... Такой у нас будет поплотнее желтый здесь местами. И потом мы будем добавлять тени. У нас такой. Мы можем ему дать оранжеватый, немножко сиену с фиолетовым смешаю. Дам такой розоватый оттенок. Сюда. Так. Делаем свет. Сначала сделаю свет, а потом буду добавлять тени. Должно быть достаточно прозрачно. Поэтому я сначала кладу краску, а потом разгоняю ее по листу так, как мне нужно, понимаете? То есть это пленерный прием, потому что нету времени вот это вот носить по 15 раз туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот поэтому... Здесь у меня тоже такие теплые участочки будут немножко. Добавляю теплый. Мы с вами немного раскрепощаемся, меньше думаем. Мне нравится этот цвет. Мне хочется передать ощущение света и свое настроение. Такое легкое, не замученное, не перестараться. Передать эту такую воздушность, прозрачность. Добавляю чуть-чуть цвета. Так. Просто если мы с вами еще как бы не закончим, как говорится, вовремя, то тут уйдет свет, и уже настроение будет не то. У меня из дома, я имею в виду, уйдет. Поэтому, чтобы не было каких-то направлений кисти, я обязательно сейчас буду чуть-чуть это все разглаживать.
Я добавляю фиолетовые оттенки, чтобы получился такой более плавный переход. Я сейчас в направлении тени, да, иду немножко такими направляющими, но потом чуть-чуть смягчу, потому что иначе у вас будет такая, знаете, неестественная, потому что все-таки, ну вот, можно для начала немножко тоже так вот. То есть у нас все-таки горизонтальная поверхность, и там тени будут, но не... уже только в тенях будет такая направленность, поэтому не стараемся прям сильно. Свет на земле плотнее, конечно, конечно. Посмотрите, сравниваем себя с белым листом. Какой прозрачный желтый тут и какой темный желтый вот здесь. То есть очень важно. Я использую аметист от Daniel Smith. Иногда использую лаванду. Вот можно лавандовый подмешивать. То есть вот лавандовую, Daniel Smith. То есть лаванда Невской палитры. Вот так. Я даже себе табличку сделала. Чтобы не отвечать на этот вопрос все время. Я вас очень люблю, но отвечать все время на одни и те же вопросы — это сложно. Поэтому, чтобы нам не тратить время... Сейчас у меня будет здесь синий немножко. Я пробую. Иногда вот я просто пробую цвет. Нравится, нет. По влажному всегда можно... Табличку, конечно, не видно в кадре. Либо работу, либо табличку. Вот. Сейчас пока так. Так что... Можно всегда подобрать цвет, особенно по сырому, когда мы понимаем, что здесь пока нужно потренироваться. Если что-то, всегда можно снять. Акварель очень подвижная. Туда мы уходим к такому голубому. Мы сейчас с вами как бы примериваемся немножко туда. Вот можно как раз чуть-чуть такой... голубоватый, лавандовый. Туда, там прозрачно-прозрачно вдалеке. Очень так красиво и светло. Так. Добрый день всем. Видите, как свет уходит еще? То есть цвет уходит, насыщенность. Поэтому... Вот если такие капли случились, вы всегда можете взять веерную кисточку и вот так вот расчесать. И все. И все ваши заливочки будут ровненькие. Да, вовремя. Сейчас, конечно. У нас с вами настроение. Просто настроение. Я не часто рисую такие пейзажи, но простые, да, они, но на самом деле вот именно как бы... Хочется. Сегодня у нас такая с вами тема, поэтому я просто хочу вам рассказать про настроение. Я все время фокусируюсь в процессе на том, что мне вот, что мне здесь нравится, да, как я вижу вот этот цвет, то есть это эмоция, мы уже создаем ее в процессе. Меньше думаем над, как бы, меньше усложняем детали, больше думаем только над светлыми участками. То есть с таких работ начинать осваивать как раз какие-то сложные темы гораздо легче. Так, вот здесь чуть-чуть уплотню еще.
Ими мы сейчас будем с вами брызгать там, в общем-то, пробовать все. У меня одно фото в сторис, вот эту. Больше нет сейчас никаких. Поэтому... Так, я сейчас использую Винзор и Ньютон кисточку, колонок. Так, мы сейчас с вами будем тут набрызгивать всего. Вот еще хочется вот эту часть, то есть больше, потемнее. Посмотрите, как здесь еще темнее, да, вот заполнить это все. Для начала. Смешиваю. Иногда можно смешивать не до конца, тогда у вас сразу два цвета будет. Если вы смешиваете близкородственные оттенки, то будет сразу два на кисточке. Таким образом. Сейчас вот я вижу, подсыхает немножко. Это ничего страшного. Мы можем сейчас как раз такой этап понабрызгать, сделать эффекты. У нас же неравномерное все. У нас там снег лежит. Вот у нас здесь много такого сделаем. Я поэтому накладываю сейчас по-разному, но потом я буду это все переводить расчесыванием. И начинаем на... Так. С уверенным голосом. Конечно, всегда нужно быть... Так. Вот. Я чуть-чуть, вот видите, чтобы спокойно. У меня не было вот этих мазков от кисточки, а были просто какие-то эффекты направления. Я разравниваю немножко. Вот у вас будет тогда заливочка очень-очень ровненькая. Я беру, у меня будет синий с фиолетовым, я смешаю для теней плотных. Такой голубоватый. Здесь он мне понадобится. Если уже подсыхает, ничего страшного, всегда можно воспользоваться. Как бы, если мы раз нанесли, можно и еще. То есть я подсмочила, ну чуть-чуть смоется, ничего страшного. Еще добавлю. Очень важно в акварели. Акварель любит смелых. Все. То есть, а смелость набирается с опытом. То есть, когда ты понимаешь, что уже и как будет, не боишься. Я не смешиваю противоположные цвета. Если смешать по теории цвета, да, давайте так, если смешать противоположные цвета, получится серый, да, ну, как бы, это самая база вообще цветоведения. То есть никакого другого не получится, получится серый. Так, мне сейчас важно вот это место. Такое промежуточное с тенями, потому что скоро тут уже будет совсем сухо, и я не смогу его добавить. Немножко.
Я работаю, направляю кисть в направлении, в том, в котором лежит, ну, то есть плоскость. Не вот так сейчас, да, я об этом говорила, очень-очень важно. Тут у нас всякие, то есть у нас неравномерный, у нас снежочек везде, он всякий разный. Очень динамичный. То есть мы берем два с вами только направления, в которых лежит асфальт и в которых у нас идут тени. Мы стараемся их с ними работать. Нет, вторая табличка была «Невредные советы». Там было написано, что мы вообще тут, зачем мы здесь сегодня собрались. Подсохло, ну пусть будет сухой штрих. Как бы это не очень важно. Я варьирую чуть-чуть голубоватые оттенки, где-то чуть теплее, где-то чуть холоднее, чтобы у нас было интересно. Те, кто зато со мной начинает, мы почему с такой простой темы начинаем, да? Как бы для тех, кто первый только сезон, у них у всех будет мотивация как бы зайти, хоть посмотреть, что я там в предыдущих говорила, да? Но при этом смочь все-таки выполнить какую-то работу. Вот если хочется оставить свечение, то мы можем работать мазками, оставляя вот некое свечение. Я просто помню этот день. Для меня прям было очень такое... Вообще, у меня была очень тяжелая жизненная ситуация, и мне этот парк очень сильно помогал. Я приходила бегать, когда мне было плохо, и мне кажется, меня просто прям все спасало там. Кисть практически сухая сейчас, кстати, потому что вода на листе. Здесь у нас будет потемнее, уже чуть-чуть, лежать тень. Если хочется сделать более размытый край, опять раз, смотрите, волшебство, расчесали. Добавляю темных, темно-синих участков. Yes, I will save this video. You can paint it. You can find my YouTube channel, Kustova Anastasia, some video with English explanation. That's why you can... I think, of course, the painting is universal language, and that's why you understand what I do. And also, you can find lesson with my palette. In English too, in Russian, in English, I explain about my color. After that, you understand what I mixed now. So, because it's too much difficult to speak into language at the same time, I every time say about it. Как не получить зелень от пересечения желтого и голубого? Потому что мы к желтому подмешивали сиену жженую, как я говорила. Можно подмешать, можно взять неаполитанку. Надо быть очень-очень аккуратными. Здесь мы с вами тоже таким тепленьким, вот как тут, использовали фиолетовый и сиену. Можем чуть-чуть. Сейчас еще как раз понабрызгаем. Какие-то мазочки оставим. Где-то больше, где-то меньше. Чтобы
у нас было ощущение снега. Тут еще сейчас все это приобретет. Значит, помыть и сушить, иначе она будет оставлять полоски. Все верно. И я рекомендую только одну веерную кисть. Это конкретно Блюр от Рублев. Потому что я и могу очень долго работать. Она не склеивается из-за жесткого ворса и мягкого внутри. Все остальные склеиваются вот в такие 4 штучки, и они потом дают полоски. А это я расчесываю даже полутораметровые работы. Yes, I sell my painting. You can find on my site, link in bio, and also my site in English too, and you can find my painting with prices and can buy on the site. И да, друзья, это, кстати, к вопросу о продажах. Я всегда продаю эфирную работу и, как правило, дешевле, чем все мои обычные работы. Поэтому вдруг, если вам будет интересно, вы всегда можете написать после эфира и приобрести ее. Так. Сейчас я еще понабрызгаю. Там уже вдалеке все подсохло. Так, лучше почему-нибудь бить более... То есть нам надо вот этот эффект создать. Я беру фиолетовый цвет, можно лаванду с фиолетовым, и даю, да, набрызг. I use Arches paper. Вот. В артбоксах, да, была эта кисть. Здесь мы можем поставить капельки воды, тоже раздвинуть. Чуть-чуть, если я где-то не попала в цвет, сейчас я верну. Акварель очень динамичная. То есть, когда вы смочили с двух сторон, вы можете очень долго... Вот здесь будет потемнее тень, которая, потому что она от источника света, да, падает. И тут уже подсохло. Поэтому я работаю пока с влажным. Но все равно вы можете достаточно долго работать с этими участками. Потому что смочено с двух сторон. Сейчас еще добавлю вот таких поперечных. То есть мы с вами нанесли и сделали вот такие немножко горизонтальные. То есть чуть-чуть его так расчесали. Самое главное, что вот здесь должно быть пошире, а там поуже. Чем дальше, тем более узкое. Вот здесь пошире. То есть наша тень. Немножко расчесываю. Здесь потом я соединю с тенью, которая будет. У вас может быть совсем как бы другие цвета, там другой эффект. Я опять же работаю в своих. Самое главное — это настроение сегодня у нас. Так, и здесь я беру тоже синий с фиолетовым. Немножко дам сюда контрастных таких пятен. Побрызгаю. Такая веерная серия Блюр номер 10.
Их в продаже не часто, надо за ними смотреть. По промокоду Кустова на официальном сайте 12% скидка. Так, сдвинула. Так. Мы сделаем такую растяжечку. Остальное в тенях уже будет дописано, когда мы все закончим. Так, еще я побрызгаю. Так. Сейчас убираю. Винзор десятка. Винзор десятка. Ну, у нас с вами такая легкая работа сегодня, да, мы все-таки, ну, в смысле, она не очень нагруженная какими-то большими смыслами, она прям эмоциональная составляющая больше. Так, и вот здесь какие-то темные, да, мазочки. Смотрите, как я разворачиваю кисточку. Я работаю ей вот так, я не работаю ей вот так. То есть мы все время по-разному разворачиваем руку. Используем приемы. Где-то сухая, может быть, немножко. Сегодня про зелень не говорим, но вообще я использую только оливковый цвет и все. И смешиваю его со всем, чем попало. С фиолетовой, с синей, оливковый. Я зелень почти не рисую. Если посмотреть на мое творчество, там зеленого, ну просто вообще 2 штуки. Поэтому, наверное, не совсем ко мне вопрос. Ну, то есть вам лучше ответит какой-нибудь пейзажист, который рисует зеленым много. Так, у нас тут вот можем сухой штрих нам поможет сделать все реалистичнее. Сейчас, когда у нас появятся все детали, я немножко могу тут тоже объединить, чтобы у меня не были все мазки. Помним, что насыщенность также уходит. Поэтому можно всегда добавить еще синего. Такого. Но у нас здесь все-таки, у нас самое темное это лес. Да, как бы не вот это самое темное, не низ. То есть вот видите, мой низ вот практически. Я вот когда сравниваю работу и фото, да, вот, ну, условно. То есть я сейчас с вами не особо меняю какие-то цвета, все в пределах нормы. Сейчас я отвечу на вопросы. Отвлекаюсь сейчас. Можно такой активным синим немножко. Пару капелек таких сделать. Где-то, может быть, самые какие-то темные. Да-да-да. Ответ про сохранение эфира. Да-да-да.
немножко какие-то следы, там кто-то что-то. Так, спасибо, друзья, кто отвечает за меня на те вопросы, которые уже знают. Значит, про заработок работ, я сейчас увидела вопрос про заработках на работах, и у меня был целый эфир. Это как бы прям, пожалуйста, посмотрите «Невредный совет», предыдущие выпуски. Супер, как бы, это, как сказать, это сделает наш диалог более конструктивным. Вот. Потому что там уже, возможно, есть ответы на все ваши вопросы текущего времени. Так. Я на ваш эфир попала год назад, потом вы пропали, контролировала все четверги, но сегодня случайно попала. Ну, значит, вам судьба попадает случайно, это очень прикольно. Я не пропала, просто я не всегда веду четверги, нерегулярно, вот и все. Ну, то есть у меня есть какие-то проекты еще другие, и поэтому не всегда. Так. Тра-та-та. Поэтому мы с вами тоже сейчас пару месяцев позанимаемся, и все. И дальше сами. Так, ну что ж, теперь у нас дальний план сейчас мы нарисуем. То есть здесь, вот видите, я пару там каких-то мазков, пятнышек крупных. То есть обязательно крупные и мелкие формы. Крупных поставили, сделали, все. У нас получился с вами снег темный. Какие-то небольшие детали. Там еще что-то. То есть нам нужны эти эффекты. Раз. Все, становится очень живенько. Потому что он неравномерный на переднем плане. Канал называется «Имени меня». Вообще, вот вы просто можете меня забить где-нибудь в Яндексе, и вам высветится мой телеграм-канал с бесплатными референсами, мой YouTube-канал, мои интервью. Все обо мне. Поэтому там на самом деле все уже есть. Так, мы начинаем с дальнего плана деревьев. Вот здесь они очень такие темные, но я сделаю посветлее. Обязательно посветлее и теплые вверху. Поэтому мы немножко начинаем их заливать с теплого света, желтоватого. Вверху вот здесь можем давать им форму небольшую. Нет, я сейчас возле окна рисую, поэтому 12 часов эфира. Так. Для теплого подсвета здесь у деревьев. У них могут быть разные формы. Я рекомендую книгу Стэнли Молцмана «Как рисовать деревья». Всегда ее рекомендую по поводу того. Вот каллиграфические кисточки для рисования деревьев супер помогают. Растопырил. Вот такая вот. Повернул так, остренькая так, вот дает вам разные мазки. Сама рисует за вас. Рекомендую. Сейчас сначала с вами дальний план проработаем и вот эти. Друзья, по книге я уже все написала, сказала в эфире в начале. Выйдет, как только... Ну, то есть она уже напечатана, она в издательстве, но она сейчас просто... это требует времени для того, чтобы она пришла в магазины. Я, к сожалению, на это никак не влияю, поэтому я так же, как и вы, жду. Друзья, пожалуйста. Пожалуйста, мне иногда хочется сказать, пожалуйста, я вот как только будет информация, я вам сразу ее направлю. Но просто я знаю, что вы тоже волнуетесь, я тоже волнуюсь, очень. И очень жду. Но сейчас пока от вопросов, к сожалению, это никак не сдвинет процесс. Так, и могу какие-то там сделать под цвет. Сейчас непонятно, что я делаю. Я делаю такую теплую подложку и какие-то некоторые, может быть, веточки куда-то такие теплые-теплые. Они будут светиться потом.
перехожу к дальнему плану, он будет немножко вот такого цвета, то есть теплый, но более, ну такой холодноватый, ну в нашем пейзаже теплый, естественно, но светлый. То есть нам нужно что с вами? Сохранить глубину работы. Потому что если вы ее там сделаете сразу в темный, у нас еще деревья переднего плана с вами, все это, то уже ничего не получится. Сейчас все начинает выстраиваться постепенно. А Стэнли Молцман «Как рисовать деревья». Рекомендую. Он про графику, там ничего нет, про акварель, но там прям очень хорошо. Я сама именно по этой книге занималась, рекомендую от всей души. Так. Здесь у нас больше такого теплого. Молцман. Молцман. И выходим к сиреневому. Сейчас я просто рисую своими большими кисточками, мне даже как-то и не... Надо взять поменьше. Мы можем туда добавлять коричневый такой немножко, уже к ближним деталям, к ближним деревьям. Здесь у нас появится какая-то мелкая растительность, там еще что-то может быть зимнее. Нечаянно солнце закрасили. Берете меламиновую губку и прям очень помогает. Если хлопковая бумага, вообще не страшно. Можете хоть несколько раз потереть. Рекомендую. Очень спасает иногда. Так. Вот здесь у нас. Так. Такое ощущение, что белила добавили снизу, где деревья. Нет, я белил не добавляю. Не знаю, где деревья, но здесь этого нет. У меня есть кроющие цвета, чуть-чуть, да, это, я же уже говорила, лаванда, и я их смешиваю, но здесь нету. Даже неаполитанки нет. Так, я могу здесь оставлять какой-то эффект, что там какие-то деревья далеко растут, что-то там происходит вдали. Но солнечный свет. То есть, если мы видим здесь с вами вот темно, то нам нужно воздушную перспективу оставить. Кроющие краски всегда используются для контрцветных пейзажей, потому что у вас, по сути, весь свет в лицо, у вас нет цвета, но вам нужно по тону плотно попасть. Поэтому вы чуть-чуть добавляете более кроющий цвет. Я на эту тему много в предыдущих эфирах рассказывала, поэтому это важный момент. Потому что если вы будете рисовать насыщенным темным, то получится не контрцвет, у вас нет цвета. У вас как бы света меньше, потому что у вас все освещено впереди, а там темная зона. И, соответственно, но вам нужно по тону. То есть у вас может получиться либо яркий, либо очень темный. Поэтому иногда кроющая краска для смешивания помогает вам сохранить плотность цвета, но при этом не сделать его темным, чтобы там не было черноты.
здесь я тоже ухожу в какой-нибудь синий, сине-фиолетовый. Закрываю эту зону. Наш мозг все достроит. К счастью или к сожалению. Так. Здесь мы добавляем деревья. Какие-то разные. Синий, где тени, это синий. Нету, я не использую кроющий цвет чистым. Никогда. Еще раз. Вы можете для того, чтобы сохранить цвет, я смешиваю синий, фиолетовый. Чтобы не получить темный, но плотный, вы можете, допустим, добавить чуть-чуть кроющего. У вас получится та же смесь по оттенку, но он будет не такой темный, как этот. Вот и все. То есть таким образом вы действуете для контрасветных пейзажей. Бумага не сухая, она с обратной стороны вся влажная. Сейчас, друзья, я пытаюсь чуть-чуть ускориться, потому что если я реально сейчас буду все вопросы отвечу, конечно, я на них отвечу, но у нас может действительно что-нибудь не сохраниться, сбиться, и тогда вообще будет не очень. Значит, краски, которыми я пользуюсь, есть отдельный эфир. Друзья, мы в один эфир все не сможем. Я называю в процессе цвета, но есть эфир. Он 3-часовой по тем краскам, с которыми я работаю. Я чуть-чуть, просто немножко, я понимаю, но если вот вы уважаете бесплатный контент, если вам действительно важно учиться, то, пожалуйста, откройте мой YouTube-канал, там есть ответы на все вопросы, там 2 сезона бесплатных видео, которые вам помогут совсем. Есть огромные эфиры по моим краскам, по всем. То есть все это уже существует. Оно бесплатное. Вы можете зайти в свое свободное время и все посмотреть. Я не смогу повторить все 2 сезона в одном эфире. Спасибо за понимание. Делаю дальний план здесь. У нас так свежо и воздушно, пока у нас еще темные деревья не появились. У нас еще с вами темные деревья, да? Я стараюсь просто, чтобы мы вообще успели. Так. Мы можем вот таким образом побрызгать лист в разных местах и добавить какие-то такие кучки листвы темной. Но она будет по-разному выглядеть. Она где-то у вас будет жесткая, где-то мягкая, просто по той причине, что мы побрызгали с вами. То есть такой эффект сразу получится. Либо можно сначала сделать, потом побрызгать. Вот. То есть как бы разные варианты. Где-то сухая, где-то влажная. То есть будет естественный эффект. Такие вот. Она достаточно теплая здесь вверху. Ну, условно, листва, там какой-то некий, да, некие сгустки чего-то. Они присутствуют. Можно чуть-чуть фиолетовым с теплым. Это тоже добавит цвета. Угу. Так. У нас еще. Вот тут достаточно
темный тоже. Мы можем начать рисовать тоненькие веточки разными цветами. Где-то потеплее, где-то похолоднее, где-то потоньше, где-то потолще. Это важно. Коричневый я смешиваю сиену жженую и серую пейну. У нас получается, где-то у нас тут дерево было. Одно из деревьев. Thank you so much. Так, чтобы у нас получилось, давайте с самого главного дерева начнем. Ну, такой вырез у него должен быть. У нас здесь должна быть желтый. Потом у нас должен быть оранжевый. И весь наш ствол будет такой довольно теплый. А потом уже такой коричневый, можно в фиолетовый уйти. Потому что у нас здесь с вами больше цвета, в принципе, нет. Вот такой темный. И рядом у нас, да, соседнее дерево как-то так стоит. Можем его кое-где разрываем. Чтобы у нас был сухой штрих, не рисуем. Сухой штрих, более рваная манера даст вам реалистичности. Не пытаемся выводить, становимся, рисуем стоя. Очень сильно помогает. Никто не будет сверять количество веточек, поэтому можем как на ваш вкус это сделать. У вас должно быть самое главное, это настроение и состояние. Состояние света, который пронизывает. Мы его пытаемся сохранить. Не рисуем черное на черном, да, то есть вот референс черное на черном. Я же помню, какая глубина пространства была, как далеко там все. Не копируем фото, рисуем настроение, тем самым не забываем про воздушную перспективу. Она очень-очень важна. И про свет. То есть суть в том, чтобы сохранить как можно больше освещенных участков, и рисовать чуть светлее и контрастнее там, где самое темное. Там, где самое темное, это тени и передний план. Вот. Здесь у нас тоже какие-то веточки проходят. Чтобы нарисовать свечение, всегда нужно, рядом будет очень темно и контрастно. И темно и контрастно может быть и за счет желтого, понимаете? То есть как бы главное, что плотный тон. То есть цвет, он может быть другой. Просто уже немножко грязная вода, надо в следующий раз мне будет побольше емкостей подготовить. Совсем забыла, как это. Я прям жмурюсь, отлично. Сначала думала, как из этого желтого Анастасия выберется. Плохое зрение и дрожащие руки, да. Ну, выбралась, ничего, я... Здесь, знаете, это самое главное, я-то знаю, что будет. Не переживайте. Хотя мне всегда нравится этот эффект, когда, типа, может ей сказать, что она что-то делает. Не так. Вот. Он такой присутствует, я знаю. Так. Вот здесь мы можем там еще дерево за деревом. Так, у нас вот мы с вами решили, что здесь тоже у нас дерево присутствует. Это, не говорю, не специфичный для меня пейзаж, но дело в том, что мастер-классы по таким историям я не даю, а вот порисовать с вами в эфире что-нибудь такое, это прям с удовольствием. Именно поэтому.
тоже. Здесь более теплый, освещенный участок ствола. Может быть темный, но все-таки более теплый тут в некоторых участках. Да? И на нем у нас остается снег. Можем его потом там добавить. Так, у нас тут какая-нибудь ветка. Здесь что-нибудь там такое от соседнего дерева. Можно аккуратненько голубым вот тут подкорректировать, чтобы у нас было ощущение, что здесь снег лежит. Он же довольно темный, но голубой на стволе. Не хочу работать, хочу рисовать. О, да. Как я вас понимаю. Так, здесь какой-нибудь момент. Если что-то получилось, там не так размазали и все, есть плоская синтетическая кисть, которая вам поможет подснять в этом месте лишнюю краску и как бы все убрать, например. То есть, ну, залезли не туда. Так бывает у всех. Мы все люди. Так, и здесь какой-нибудь там шажочечки. Смотрю и наслаждаюсь. Спасибо, друзья. Мне очень приятно. У нас такой с вами, говорю, сегодня свет будет. Теперь я могу вот так немножко намочить. У меня для таких случаев такая мягкая кисточка. И мы с вами закончим уже деревья, и будет такой просто легкий пейзаж. Я досмочила. Для чего? Для того, чтобы чуть-чуть объединить. Но они все-таки мягкие, они не такие, они темные, но они мягкие контуры, поэтому чуть-чуть смочить необходимо. Так, сори за раскачку. Все. Мы с вами здесь довели сюда. Тут посветлее, там потемнее, они могут быть чуть-чуть разные. Где-то объединила вот здесь, да, мы посмотрим, у нас тут все идет к... Вот здесь будет освещенная часть бугра. Немножко я его придумала. А здесь будет вот так насквозь. Где-то сухая кисть. Самое темное, конечно же, где? У дерева, от которого все идет. Всегда. Здесь тоже можно чуть-чуть затонировать, чтобы вообще света не было. Сейчас мы еще закроем тут с вами, и уже не будет совсем никакого освещения. Так что давайте темные деревья. Поставим деревья на заднем плане, могут быть более синие. Они чуть короче, ну, то есть они заканчиваются вот тут где-то.
красное краю, чтобы освещение дать. Так, рыжая с черным. И погнали деревья. Запоминаем, что у нас там какие-то ветки все равно есть, они там у вас не просто голые стволы стоят. Хотя такое тоже может быть, то есть если даже голые стволы сделаете, ну не будет ошибкой. Ну прям не критичная ошибка, поэтому ничего страшного. Это мы с вами еще свет сейчас не сделали. У меня же будет для вас сюрприз. Вот это сейчас дерево нам важно. К этому мы тоже добавляем темный низ. Тут у нас такие. То есть нам важно с вами настроение, состояние природы. Что нас заворожило? Свет. Где-то, видите, получаются одинаковыми. Сделайте где-то, чтобы у него направление было другое. Или чтобы он там стояло потолще дерево какое-то. Через другое расстояние, какое-нибудь кривое. То есть это очень важно. Смотрите, чтобы они не повторялись у вас. Вот здесь оно идет. Вот такое. Так, сейчас я буду вот здесь затемнять, потом поймете для чего. Можно как бы было и, допустим, все в свете оставить, но если хочется прямо свет сквозь крону, то нужно затемнить. Чуть-чуть здесь закрываю где-то воздух. Ну, много-много маленьких деталей, тут уже на ваш вкус. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Я сильно много. Это такое как бы легкое демо у нас, поэтому. Иначе я не успею, если я буду очень сильно. Ну, в смысле, мы будем слишком долго с вами работать, поэтому. Тут можно по деталям, как вам нравится. Вот. Добавлять что-то, убирать. Так, сейчас я почитаю ваши комментарии обязательно. Так, можно вот так тоже делать. Можно как бы пальцем тоже какие-то пятнышки там ставить, веточки направляющие. Можно сделать, не знаю, если там, возможно, например, была лыжня, то тоже можно сделать намек на какую-то там еще полоски, там что-то такое заворачивающееся. Так, сейчас мне нужно затемнить.
еще. Такс. Маленькие детальки. Тоже темная в края. Старайтесь сделать, чтобы у нас как-то было. Так. Да, акварель. Так, вот показатель, у меня выключился планшет, на нем села батарейка, значит, нет, включился. Он просто уже сказал все. Так. И я просто хочу посмотреть, да, основной момент, и еще несколько темного здесь добавлю. Просто, чтобы что-то стереть, надо что-то нарисовать. Сейчас вы поймете просто, что я буду делать, поэтому это важно. Как бы, если там ничего нет, то тереть нечего. Так. Итак, у нас такое. Значит, сейчас мы с вами возьмем и попробуем. То есть вот у нас есть, да, здесь центр. То есть мы сюда доходили. А вот тут вот весь свет может идти из центра. Мы можем вот тут вот все плавненько так подстереть. Сделать эффект света. С этой стороны будет не сильно видно, а вот тут вот будет вполне. Очень важно, чтобы тут немножко так расширялось. Ну, хорошо, если подсохнет. У меня не подсохло, но как есть. И не лепите во все стороны, сделайте парочку. Не надо там, знаете ли, как увлечемся, и все эти лучи уже просто как этот, не знаю, идут уже без смысла совсем. Поэтому пару сделали, настроение передали, что слепит солнце. Класс там, все. Легкий день. Вот. То есть, чтобы видеть вот это, да, красоту в простом, да, мы резюмируем с вами, обязательно берите сюжеты, вот такие рядом с домом, возьмите, сделайте 2 фото, нарисуйте похожие, не копируйте мое, к примеру, можете и копировать, вопросов нет. Я имею в виду, что на такого плана сфотографируйте, есть плюс-минус похожие сюжеты. Вы на его базе сможете уже гораздо большему научиться, чтобы, я просто свет убираю здесь, чтобы к краю не было очень много света, тогда не будет отвлекать от основного объекта освещения. Вот. Ну вот у нас такой легкий с вами. В плане не то, что технический, а в плане того, что он такой настроенческий, легкий, атмосферный, не замученный, не детальный, не там какой-то, да, а просто вот с таким настроением. Вы можете, там, не знаю, еще чуть-чуть, если хочется, здесь затенить где-то. Тоже даст больше атмосферы для света. Сиреневый взяла. То есть, если хочется совсем светлый, то можно просто оставить.
Контрасты. Контрасты, но сохранение света. Все, я подписываю. Друзья, значит, я опять же говорю, работу я продаю из эфира всегда. Это, как правило, просто возможность приобрести что-то дешевле гораздо, чем обычно. Поэтому это... Я об этом говорю. Вот. Я ее подписываю на ваших глазах. Вот, подписала, а теперь 22-й год, между прочим. Вот, а теперь мысль пришла в голову все-таки нарисовать туда парочку людей. Давайте мы это сделаем. Идущих. Все-таки это как-то... Всегда мне потом пишут, что это очень сильно объединяет работу. Не буду для них какие-то особенные цвета подбирать, чтобы они как-то гармонично смотрелись. Ну вот, рисую в этом. И, конечно же, тени от них тоже, да, такого плана. Ну, лыжников можно было, но давайте мы как-то это упростим ситуацию. Без лыжников в этот раз обойдемся. Вот такой вот у нас цвет получился. Работа, рисуете легкие работы такого вот настроенческого плана, пока у нас погода позволяет. Так, сейчас я вернусь на секунду и переключу камеру. С вами договорим. Так, Наташа, привет, очень приятно всех видеть, спасибо, друзья. Так, вот я тут, собственно, персоной вернулась. Сейчас поставлю. Да, эфир будет сохранен. Я надеюсь, что никаких изменений не будет. Я сейчас постараюсь это все сохранить, сделать. Вот, еще такой момент. Я решила, что на канале, на Ютубе и после эфира я напишу Яндекс кошелек, если вы хотите сделать донаты и поддержать проект, я буду рада. Но это абсолютно по вашему решению. Вот. Это как, так скажем, наши... Потому что меня спрашивали в эфирах часто, можно ли как-то поддержать, сказать спасибо, то есть, там, не знаю, там 10-15 рублей перевести. Я обычно все это отправляю в благотворительность, поэтому как бы вот, будет мне тоже приятно. Поэтому рисуйте. Вот такую работу мы с вами нарисовали. Вот она размером вот не маленькая получилась. Обязательно. И встретимся с вами в следующий четверг. Смотрите эфиры предыдущих сезонов. Обязательно смотрите и выполняйте упражнения, которые я даю задания. Они не бессмысленные, они очень со смыслом, они необходимы для того, чтобы раскрепощать, делать и действительно получать результат. Поэтому я вас обнимаю, желаю вам огромного творчества и удачи и успехов. И, в общем-то, с вами прощаюсь на сегодня. Надеюсь, да, спасибо те, кто смотрел весь эфир. Денис, спасибо. Я вот вижу, кто постоянно смотрел, отвечал на вопросы другие. И мне прям очень-очень приятно. Спасибо. Я вообще вас всех, даже если лично не знаю, кто следит, знаю по никам. Мне очень приятно. Поэтому, да, Света, Саша, спасибо вам. Очень-очень вам всем вот, огромное. Так что сейчас буду стараться все сохранить, вот, и уже тогда вечером на канале. Все, вдохновения вам, до встречи, до следующего четверга. Так, как тут на крестик нажать, да?